2015 года Уэллс сидел в офисе и играл в свежую сборку Uncharted 4. Зазвонил мобильник. Высветился неизвестный номер из Сан-Франциско. Это был Шон Лейден, президент Sony Computer Entertainment America, и человек, отвечающий за всех разработчиков Sony. Лейден сказал Уэллсу, что, мол, поговаривает, будто Uncharted 4 нужно больше времени на разработку. А потом огорошил его. «А что, если выпустить игру в апреле?» — рассказывает Уэллс. Я отвечаю, это было бы супер, но он. Заметано. Это ваша новая дата выхода. Теперь вместо середины февраля игру на золото надо было сдать 18 марта. И у команды появилось дополнительное время на то, чтобы отладить игру, отполировать ее и исправить баги. И тогда патч первого дня не потребуется. Как сказал потом Уэллс команде, это было как чудо на Хануку. Спустя некоторое время с Уэллсом связался представитель европейского подразделения Sony и спросил, смогут ли Naughty Dog предоставить финальную версию игры не 18 марта, а 15. Sony отлаживает кое-какие фабрики в Европе, пояснил представитель, и чтобы напечатать Uncharted 4 вовремя, им потребуется на 3 дня больше. И мы такие, серьезно? Рассказывает Уэллс. Эти 3 дня для нас многое решали, нам было очень нужно это время. Но Sony Europe не отступали. Если команде Naughty Dog так потребовались эти 3 дня, то выпуск игры пришлось бы снова отложить теперь уже на май. Это ужасно расстраивало, говорит Уэллс, потому что мы понимали, что люди снова обвинят во всем нас, а на этот раз мы были не виноваты. Не виноваты. Но я надеюсь, что обо всем об этом уже забыли и помнят только игру. Да, это дополнительное время воистину стало для команды чудом на Хануку, но каждая новая неделя разработки — это и новая неделя кранча. «Было тяжко», — говорит Брюс Стрейли, особенно когда разум и тело говорят тебе: «Окей, у нас осталось сил на неделю», а ты такой: «Стоп, но мне же нужно пропахать еще 3». В конце было совсем трудно. Но они справились. Во многом благодаря коллективному опыту Naughty Dog и тому, что знали, когда остановить разработку. Есть такая знаменитая фраза: «Произведение искусства нельзя доделать до конца, только бросить», — говорит Стрейли. «Однажды игру просто выпускаешь». Таким был наш девиз в последнюю четверть разработки. Я просто ходил и на все говорил: «Выпускаем, выпускаем, вот это в таком виде и выпускаем». И 10 мая 2016 года они ее выпустили. В первую неделю после релиза было просто, так что команде больше не приходилось прыгать в омут с головой. И поэтому, как видите, сейчас все довольны, сказал мне Брюс Стрейли, когда я заезжал в офис студии в октябре 2016 года. Все приходят и уходят в адекватное время. По утрам занимаются серфингом, в обед ходят в спортзал. Но спустя всего пару месяцев, когда Naughty Dog анонсировали обе игры, стало известно, что Брюс Стрейли не будет работать над The Last of Us 2. В студии официально объявили, что он ушел в долгий творческий отпуск. В финале Uncharted 4, чуть не погибнув в Либерталии, но умудрившись сбежать, Нейтан и Елена понимают, что, возможно, толика приключений в жизни все-таки нужна. Может, и есть способ найти правильный баланс между работой и частной жизнью. Елена рассказывает, что только что купила компанию по поиску и сбору мусора, где работает Дрейк, и что она хотела бы путешествовать вместе с ним, только без угрозы жизни. Отныне они будут искать артефакты более легальным путем. «Знаешь, это будет непросто», — говорит Нейтан. Елена с полсекунды молча смотрит на него, а потом отвечает: «Важные вещи простыми не бывают». Глава 3. Стардью Вэлли. Окей. Я думаю, Стардью Вэлли мы послушаем потом. Так. Капец, какой-то зеленый. ではいつも通り吉田に必ずやご加護あるでしょう。お前しつけえな。寄るんじゃねえよ。方が撃て。 Так. Ща, погодите-ка. Я кое-что настрою тут. Какого хера у меня тут с такой странный пресет?
Окей. Пускай так. Да. Да. Так, я вот думаю, как сделать получше. Может быть, все-таки вот так будет окей. Ну да. Так как будто бы лучше. Ладно, тут останусь. Или вот тут. Да, лучше тут, наверное. Yoshi. どうする？ Погнали. どこにしようか。 Я уже слегка забыл вообще, как играть-то. Ага. Правую мышку бить. Так, тут снизу монстры были, надо их, наверное, побить. Какого черта, блин? Почему? Блин. Мы почему-то отрядом напали не на тех вообще. Ну давай-ка. Давай попробуем его. Слабость к огню, да? Да. Блин, может есть предмет, который их всех ёбнет. Ну как будто бы, да? Окей, нормально. Да ладно. Ну, ёпта. Вау. Ну и херена чё? Походу это GG's. Только... Ну да, попробуем.
Привет, Гудзон. Здорово. А где сталкер? Да удалил я его. Пытался поставить на него патч, но не получилось. Поэтому такой, махнул рукой и снес его нахуй. Но пак с модами оставил в телеграм-канале. Потом, когда русская озвучка на ней появится, я в него поиграю. Что-то я, просто малость охуел, когда я из дроби пострелял, а там свастика вылетала. Что-то меня-то добило, как честно сказать. Немного охуел. Ну да, там узор свастики получается. Ты из дробовика, когда стреляешь, дробь ложится именно узором свастики. Типа бам, 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 бам. Если достаточно при каком-то темпе стрелять, то получишь четкую, прям такую свастику на стене. Хуяча. Ну да. В общем, с такого мува я как бы, реально охуел и пока решил ее дропнуть. Далеко прошел? Ну, получается, институт прошли. Там замес произошел между монолитом и вартовцами. Монолит активировался. И в зоне опять ебейшая суета происходит. На самом деле, на самом интересном месте закончил. По идее, на самом интересном месте закончил. Да, через Ю он мега дерьмовый. Он вообще, супер кринжовый. Пока допили, да. Ну, я конкретно написал в телеграм-канале, что думаю про игру. Ну так, коротко. Типа, игра-то в целом хорошая, но в целом офигенная. Но если отбросить, что игру... если вот абстрагироваться, да, от того факта, что игру делали фанаты Третьего Рейха, то как бы нормально. Можно кайфануть от игры. Просто надо абстрагироваться от этих фактов. От всего этого информационного шума вокруг этой игры. Сломает. Ну да, получается, таки получилось. Охуеть, он живучий. Да ты ебанутый. Ну хотя бы, блин.
Неплохо, неплохо. 力が伸びた。まだ残りがいるぞ。Не, ну вот это кайф, я вам говорю. Вокруг этой игры нет никакого ебанутого информационного шума. Все с ней в порядке. Никакие фанаты Третьего Рейха и Майнкампфа эту игру не трогали, не делали. Ну, по крайней мере, мы об этом не знаем. Чисто, ну, балдеж. Балдеж. さてどうするか。 Блэк наотрез отказался из Сталкер играть. Не, вообще, ну как бы... Понять можно такие вещи. Это нормально. Но просто как бы... Есть такие, которые прям, ну, скажем... жестко осуждают, там, обзывают людей, которые играют в Сталкер. Да, и вообще, ну, на самом деле, крупным стримерам и блогерам, как бы, на самом деле не стоит трогать подобные игры. Это да. А нам-то чё, маленьким стримерам? もったいないな。 Ну, типа, ну, реально, всем похуй будет буквально. Вообще похуй. Играю я в эту игру, не играю. 状況を確認する。 Стойкой, значит. 英霊の力を砕け。あと一つ。恥ずかしくない戦いをする。ヒーラー。炎よ。 近くに敵が残ってるよ。油断しないで。このまま落ちきる。続けて攻める。協力しよう。もっといい手があるはず。ヒーラー。 支援するよ。ありがたい。正義の合わせていくぞ。この技じゃない。手加減はなしだ。やれやれ。覚悟はいいか。 シリステ見た。みんな無事か。うまくいった。文句破壊する。 На, ёбана. 燃えろ。貴族として責務は果たすさ。受けろ。この一投。状況を確認する。 Угу. 行くぞ。砕け。癒しの地。王者の魂をここに。 他のやり方は。 Блин. Чем бы его так? 最善をつきやるぞ。 А, надо было пропустить ход. 敵の反撃が来るよ。 敵残り3台。いけるよ。
やめよう。力を一つに。よし行け。我が力を見よ。落ち着いていこう。 Ох, нихуя. Пропустить ход. Блять, даже пропуск хода, что ли, стоит? Блин. 合わなそうだ。 Ну, хз. Типа... Рискнуть, не рискнуть. 俺に続け。 Давай попробуем. 力を合わせて。切り捨てる。残り一つ。こんなとこだな。 Блин. А, просто ебить его, короче. 癒しの力を。最善をつけ加減はなしだ。 Хорошо. もう敵はいる。 Нормально, нормально. よし、いいぞ。さらなる高みへ。 Уход от мощных ударов. Повышает вероятность уклонения от мощных ударов. Ничего себе. それでも近くに敵は残ってないね。 Так. どうする。 Сейчас вот думаю, что бы еще постримить. Вот думаю, что насчет арены Брейкаута думаете? Ну, та игра, где... Это, как его? Мы занимались тем, что... Короче, типа... Клон Таркова. Помните? У него там еще обновление вышло. Скорее всего, буду гореть, как мразь. Ну, это забавная игра была все-таки. Ну, норм игрушка была. Не, ну может у тебя есть какие-то конкретно интересные игры? Ну, кроме Таркова, понятно. Это Сталкера, понятное дело. 行くぞ。炎よ。あと一つ。さすがだな。 Не. どうするか。 М, 食らいやがれ。みんな無事か。ドローレその調子。文句。砕け。 Ух. Сталкер топ. Я чисто новинку вижу. Ну да, он хороший. Спора нет, спора нет. こちらが先だ。キーラー。燃えろ。いい感じだ。いいぞ。最善を尽くさないと。やるぞ。やろう。叩き切る。あと一息か。状況を確認する。 Блин, какой же музон вообще. Жесткий на самом деле. Каждый раз кайфую с этой музыкой. いや、 Чел там так поет, блин. 我が剣。 Блин, вот Ван Гою эта музыка вот из метафоры. Потом будет претендовать на... このために。 Ну, короче, она, скорее всего, вот в Game Awards по итогам года лучшая музыка в игре, музыкальное сопровождение, скорее всего, возьмет эта игра. По-любому. Вот просто. Я это прям вижу. Музон тут вообще ебейший. Вообще, как же он херачит, блин. 考え直そう。文句。破壊する。
чел музыки прям мощно выкладывается. これ式 А, вот этот хуй, блядь, решил восстановиться. 貴族として受けろこの一投 Отличный финал. よし敵はもういないな Так, окей. Ну все. Можно попробовать ворваться сюда. どうする Вообще как будто бы можем. О, ебать. 先手だキーラーこれをどうにする手加減はなしだどうこの一息かなすべき人のために 破壊する 会心の一撃最後まで油断って悪くないな続けていっちゃえ Да ладно. По яйцам под конец пнули. Жанна ж заорал, блин, очень. О, уровень. また強くなったよ Класс. Так. Магию все-таки. まだ残敵がいる注意し Так. На, блин, вообще. Я что-то ожидал немного другого. Ну ладно. Видимо, мы достаточно мощные, чтобы их ваншотить. Хорошо. Что там? Оу. Это комната с королевским скипетром? Да, но печать на двери сломана. Блин. Все, уже поздно. Хотя не поздно, но как бы поздно. Вот что интересно будет, если мы уйдем отсюда уже сейчас. Как бы, ну, немного не... Ну, логика игры как будто сломается, не? У нас еще 5 дней в запасе, по идее. Королевский скипетр, неужели он его забрал? Как ему удалось в одиночку снять печать с двери? 自力で扉の封印を解除するだが Мы бы заметили, если бы кто-то покинул собор. Поскольку Уорли сбежал, значит скипетр не единственный его цель. Куда он мог деться? 姿を見てない以上 Вряд ли ему удалось пробраться мимо нас. 残るで Получается, он пошел туда. ここだけよね この先となるとおそらく Если не ошибаюсь, эта дверь ведет на し крышу. かしなぜわざわ Что ざ ему там понадобилось? Видимо, пафосно сразиться. 奴の目的は Видимо, он поручил не только украсть скипетр. Скорее всего, он собирается устроить то самое великое бедствие. 藻が明けるまでにと言っていたな Значит, нужно остановить его до окончания траура. Вот что бы то... Во что бы то ни стало. Ну, давайте, давайте. Стоим тут языком. Треплемся. Погнали уже. Да, я понар! Аралхан! Аралхан! Ты дурак или как? Братик или Тинка Баттен? Или Тинка Баттен? Руку. Анна, аккуратней будьте. И что теперь? Давайте руки все сломаем, что ли? Аккуратно просто играйте. О. ちょっとね Странная игра, да. Вот такая вот. Труп человека на площади. Есть
Его не просто убрать. Он ведь огромный. Но нельзя же оставлять его гнить в центре столицы. Да, он его оживить собирается, типа. Лицо короля он и вправду сотворил нечто невероятное. Лишь бы он не обрек нас всех на гибель, лишь бы мы могли сражаться. Угу. Так, сохраниться. Он говорит, что сохранил наше путешествие. Ну, пойдемте. Да, всё, покончим с ним. Больше он никого не подчинит своей воле. Простецкий мегафайт. Так вот он, какой королевский скипетр. Орудие высших сил, прародитель всех проводников магии. Мне нужно лишь передать его в надежные руки. Самозванец. Народ не питает к тебе доверия, ты недостоин носить корону. Ха-ха, исчезла. Я буду хранить скипетр, пока не появится достойный преемник. Лишь тот, кто желает защитить народ, овладеет королевской магией. Чё ж он поднялся на крышу-то? Блин, капец. Ну ладно. Нам-то лучше. Вот, значит, как. Король передаст скипетр тому, кому больше всего верит народ. Стало быть, пока можно не тревожиться, что кто-то его заполучит. Рано или поздно господин Луи взойдет на престол. Осталось только подготовиться ко дню великого бедствия. Представляю, какой поднимется плач, когда на город обрушится волна маглы. Все падут ниц перед господином Луи и будут молить его о спасении. Вот ты где. Где скипетр? У покойного короля. Никому из нас он не достанется. По крайней мере, пока. А теперь убирайтесь, наказывать вас за глупость я не стану. Блин, вот тут я лучше постою, оказывается. Вообще непонятно, куда вставать. Мы уйдем сразу же, как только ты расскажешь, где Луи. Постойте, вы считаете, что можете принудить меня к ответу? Сейчас проверим, правы ли мы. Неудивительно, что я не понимал ваших доводов. Вы же сами не ведаете, что творите. Ты изменился к худшему, Зорба. Опять ты. Откуда тебе знать, изменился ли я? У меня нет знакомых женщин-рыцарей. Нет, об одной стражнице с красными волосами я слышал. Значит, из-за твоей нерасторопности убили принца. Не тебе, склонитель останков, судить меня. Тяжесть твоих проступков ничуть не меньше. Возможно, я не достоин королевского скипетра, но изменить этот мир в моей власти. Я покажу королевству, что такое ужас. Ты будешь мечтать об этом, темница. Мерзавец, тебя ждет справедливый суд. Да мы же его сейчас казним, по-моему, не? Глупцы, которые называют угнетение справедливостью, не заслуживают жизни. Возрадуйтесь, ничтожество. Скоро вы воссоединитесь со своим скудоумным приятелем-убийцей. Угроза. Блять. Готовьте смерти. На ваших костях господин Луи построит новое королевство. Блин, вот это аниме. Размечтался я выбить тебя местонахождение, Луи. Ты поплатишься за все искалеченные жизни. Да-да-да. Так.
Попробуем его этим долбануть. この敵は力をしか勝てないよ。 Непонятно. Ох, мать твою, в нем здоровье. Тьма просто. そのために Так, забывчивость мой. Притонул. Хорош. Так, святостью давай. 光よ Не, святость не берет. 働いてもらう。これが死人を操る力。 Выходит, он может поднимать... Призывать мертвых. この力なら 存分にやれ 叩き切る。 拳一つでも未来を切り開く Трудно. Сталкер пройден? Здорово, здорово, привет. Не, сталкер пока дропнут. Я пока пытался установить на него патч, и он у меня сломался. Персона, что ли? От тех же разработчиков. Метафор называется. Представляешь, эту игру выставили на игру года. Номинировали. 浄化の力よ癒しの力を Да-да, не удивляйтесь. Так она и не зашла мне. Прям очень похоже. Ну да. Ну, очень специфичная игра, да, есть такая. Такая скучная нудятина, я трубу шатал. Ну... ну, тут уж как бы кому как. Я как бы тоже думал, что на один вечерок всего будет игра. Но до Сталкера я проходил вот эту игру. И она прям что-то... Ну, как бы вот... Прям раз и раз и раз. Что-то прям дает и дает тебе. Приколов много в нем. Ну, забавная игра, хорошая. Мне понравилось. Блять, огнестойкость. 終わりはいくらでも。働いてもらう。 А двух мертвецов как-то, ну, не многовато будет, не? Но лучшая игра всех времен народов. Многие вообще персоны боготворят. Ну да, вкусовщина. Но я как бы понимаю, за что ее боготворят. 違うな。 Она как бы это... Типа на стиле, знаешь. Выглядит довольно-таки... Прикольно. Есть такое. 他に手があるはず。 Ну там вот это вот переходы, вся херня, там что вот это вот. Весело выглядит. И музыка такая, типа. Ну и потом, в мире очень много анимешников, и они, конечно, просто влюбились в персону. Да. 正義のために А вот, 剣を振るう。 а тут знаешь что? Вот в метафоре, давай я попробую тебе пояснить, что, почему вообще я играю в эту игру. Тут, короче, как бы, ну, мега такой простой сюжет. ルイ様の邪魔をする愚か者と。 Этот мир супер-мега расистский. И как бы тут все расы друг друга хейтят. И самых слабые расы жестко угнетают и, ну, их всячески сегрегацию к ним устраивают. И мы как раз таки представители одной такой расы. Едем мы такой типа в столицу с с каким-то заданием. И у нас есть типа вот такая вот фея, которая, ну, нас сопровождает, у нас какое-то особое задание. Должны там с кем-то встретиться и устроиться в стражу. Как бы это все происходит, там прочее. Заводим там всяких разных друзей. А? Вот тё, зомбилер. Ой, матик. А? Вот, вот этот вот призывал зомби, надо их убить. Че, не перебивай. И
оказывается, типа, существует книга про такой замечательный мир, в котором как бы нет каких-то таких вот жестких расовых угнетений. Там есть только одна раса, и все там у них типа зашибись. И там показываются в иллюстрациях этой книги, ну, тупо Токио, короче, типа на современный мир. У тебя днюха? А, ну вчера была днюха. Вчера. Блин, у меня что это стоит, что ли? Я не поменял, что ли? Я думал, я поменял. Произошла ошибка. Пон. Конечно. Меня, кажется, почему-то выкинуло из ВК ID. Пон. Руки-крюки. Ну, блин. Получается так. Так, на чем я остановился по рассказу? Я, конечно, прям рассказчик такой себе. Но, блин, стараюсь. Остановился на том, что... С днюшкой. Здоровье самое главное О. простого человеческого счастья рядом с людьми, с которым тебе хорошо, весело и спокойно. Спасибо большое. Спасибо за 3 евро. Большое спасибо. Очень приятно. О, поздравляю, спасибо, Гудзон, спасибо. Прям все поздравляли. Очень... Блин, я, кстати, вам показывал. У меня вот теперь игровое кресло появилось. Жена подарила. Так, на день рождения. У нас как бы, блин, короче, с простого какого-то сюжета все закручивается в такую тему, что мы теперь как будто бы, ну, потенциально можем стать королем этого мира. Там типа идет какое-то голосование по всему миру. Мы должны набрать популярность, помогая всем остальным людям. Тут механики довольно-таки интересные. И прям словами это передать очень трудно, потому что всего очень много. Ты когда выполняешь какие-то сайд-квесты, у тебя растет там типа мудрость, какая-то милость, там что-то терпимость, всякое такое там. И ты как будто бы знаешь, типа идея такая, что ты должен построить этот самый вот утопический мир, в котором вот мы с вами живем. Типа вот. Где вот все люди это люди, и как бы нет других рас. Ну, в плане того, что не то чтобы загеноцидить остальные расы, а скорее просто примирить всех, объединить, типа такая идея. Короче, такая типа штука. Прикольная, короче, на самом деле игра. В общем, надо вникать. А я что-то прям проникся. Вот не знаю, как и почему это случилось, но я, блин, прям проникся этой игрой. Я хз. Я вот правда не понимаю, как это вот случилось, но это случилось. Да, геймплейная, ну то есть это классическая JRPG, тут вообще как бы, но в другой обертке. Если ты играл хоть в одну JRPG, то ты играл во все JRPG, ну буквально. Как будто скоммунизили боевку с Disciples. Ну, Disciples, ну да, но он по большей части как будто бы типа был героями, типа. Это знаешь, типа, Герои 3 для неформальных эмо, короче, для готов, короче, была Disciples, насколько я помню. Она типа такой воспринималась для меня. Ну, как бы да, понимаю там такую тему, что она, скорее всего, такая была, по большей части, JRPG-шкой, типа. У меня старшая двоюродная в ней сестра жестко играла в Disciples. Я хер его знает, откуда она доставала диски, причем с такой оперативностью.
То есть у нее там Disciples, там 1, там 2, там, с всякими разными дополнениями. Там у нее, ну, прям такая добрая стопка Disciples'ов была, вообще охереть. Я такой смотрел, ну, что-то не понимал, так сказать. Вообще не понимал. Я по большей части был с лагеря этого, с классических героев третьих. То есть любил там позвать к себе там друга, и мы прям сидели там типа... Ну, партийка длилась там типа 2-3 дня, короче. Да. Блин, я вот не знаю, как с ним поступить вообще. Героя... Да. Ну, как бы, если ты выбираешь героя, то ты, ну, как бы ошибиться вообще никак не можешь. Блин, даже не знаю. Как контрить-то этого уёбка, просто не понимаю. Может просто мутузить его, продолжать? Просто в тупую буду его, ну, вот, ну просто вот. Мудила что-то возмущается еще. Так. Давай попробуем всем хп восстановить. Опа, опа, опа. Нормально. Да, типа на 4-й день. Я прям одну партийку вообще жестко запомнил. Ну, как бы тот факт, просто то, что... что мне запомнилось. Там у меня друг играл за... это... За крепость, по-моему, людей. То ли чё. Или за сопряжение, там не помню. По-моему, все-таки за... А, не, он крепость-то не любил. Да и я тоже, типа, скучные были. Он брал, по-моему, этих... сопряжения. Там, где вот... ну, это было, как его... А, блин, вспомнил. Он циклопов обожал. Блять, вот чё. Да, он циклопов прям обожал. Ну, короче, ты понял, какая крепость. Там с этими орлами, там, циклопами, вся херня. И он как-то вот прям что-то, ну, игнорировал тот факт, что я все время поднимаю мертвецов и там хожу, ну, набираю такую ебанутую армию. Из скелетов, короче. И потом еще у меня вампиры были с этим, как его... Ну, с вампиризмом, типа, восстанавливались в отряде жестко. И у него как будто бы, ну, не так уж и мало людей. И у меня как бы, ну, вообще, типа, не, ну, вообще немало, так скажем. Но он не подозревал, насколько мне дохуя людей в плане того, что, ну, у меня там уже около 3000, по-моему, скелетов было, или 5000, я точно не помню. Там пиздец их было дохуя. Когда он со мной схлестнулся впервые, ну, мы как играли, типа, когда мой ход, он, типа, садился играть там в Денди или типа того за консоль. Когда я его ход, ну, так, типа, отходили, чтобы не смотреть, короче, друг у друга чё кого. Он просто понимал, что я за некромантов буду играть. Ну и когда первая встреча произошла, он просто охуел. Он просто типа, блять, ты че? Ебанутый, что ли?
Сколько у тебя там скелетов, типа? Он просто так чекнул, там сколько ли народ, типа, тьма или там туча, что там такое было написано. Он жестко думал, где-то, ну, не знаю, минут 30, наверное, прежде чем напасть на меня. А я еще его такой говорю, да не, ну, блин, ты вот хоть помнишь, сколько это тьма было, типа, на самом деле, в цифрах? Ты вот, ну, думаешь, что это много, но на самом деле там мало, там, типа. Убеждал его, короче, напасть на меня. И так он проебал своего самого сильного героя, короче, с самым мощным отрядом, и там дальше вообще легко пошло. А мог не нападать, а спокойно отойти в свою крепость и, возможно, как-то перегруппироваться там. У него прям нормальное количество людей было в крепости. Да. Всякие такие моменты запоминаются. みんな無事か。我が正義にかけて。輝け。シュルケンベルグの攻撃が弱点にね。この力で輝け。弱点に命中。А может быть вот так вот сделаем? 任せたよ。叩き切る。 Уф. 簡単にはやられんぞ。 Блин, что-то прям сильно больно ударил, да? Ну давай-ка. この備えで。 恥ずか Пух しくない ХП 戦いをする сделаем. ヒーラー。光よ。 Это сюда. 貴族として責務は果たすさ。覚悟はいいか。 Это сюда. 行くぞ。浄化の力よ。シュルケンベルグの攻撃が弱点に命中。ヒーラー。輝け。働いてもらう。負けるか。 Достаточно все просто идет, кстати. シェリステン。状況をかけますぐ人のために打ち砕け。思ったよりやるな。ヒーラー。光よ。弱点に命中。さて、ファイト。往生際が悪い。代わりはいくらでも。 Ауч. Ауч. Блюдок. Да блин, на самом деле его добивать надо. 倒しきれんか。ゴールの体力残り6。誰か回復を。輝け。弱点に命中。その調子よまだ隊長。正気はある。覚悟はいいか。血が距離を取るぞ。攻める。この力なら。こいつの出番だ。みんな無事か。まっすぐ人のために。 輝け。シュルケンベルグの攻撃が弱点に命中。王者の魂をここに。光よ。いたぶってやる。働いてもらう。 А.
Манидя. Будя. 手加減はなしだ。交代する。距離を詰め Сейчас, る。 погоди. Будет. Сейчас победим его. 温存しておくか。 Блин. А бить-то нечем, как будто бы. Да, попробуем. Всё. 受けろ。この一投。拳一つでも Хорошо. 未来を切り開く。 Ну, надо добивать. 行くぞ。破壊する。まだ耐えるか。Собака. Живучая. 輝け。 Да ты прикалываешься, что ли? 精霊の力を打ち砕け。 Сдохни просто. Не может быть, господин Луи. О, вот так вот. Правда, что-то мало дали. Ладно, за выполнение квеста нам дадут нормально. 人殺しに墓暴き。 В паре. 観念しろ。報いを受ける時だ。 Басмат захватил стрим, да? Подожди, не убивай его. Он еще не сказал нам, где Луи. Вы не добьетесь ответа, а можете убить меня сразу. Ты же знаешь, что Луи тебя ни во что не ставит. Он распрощается с тобой, как только добьется своего. Господин Луи дал мне все. Тебе, Клемару, не понять, почему я служу ему. Может, ты ему объяснишь? Эльда не понаслышке знает, каково это быть изгоем, и терпеть издевки от каждого встречного. Нас называют низшими расами, нас ненавидят, нам рассказывают о дружбе между расами, а на деле постоянно обманывают и оскорбляют. Слушайте, тут походу мне надо просто сделать Наруто-терапию, типа. Как сказать ему, мол, ты добрый, ты добрый, ты добрый. Давай дружить, давай дружить. И он такой, о, ну ладно. И станет хорошим. Раньше я верил в справедливость. Я трудился, не покладая рук, чтобы заслужить уважение.
До тех пор, пока не узнал, что власть имущие о нас думают. На передовую отправлять только тех, кто из низших рас. Пусть будут живым щитом. Они смеялись, отправляя нас на смерть. Блин, вот это лицо, конечно. Сейчас ты поступаешь не лучше своих угнетателей. Ну, как сказать, чисто технически, как будто бы он, ну, вполне себе... Не, хотя он своих убивал. Чтобы сделать из них мертвецов и... Да. Но у него не живые щиты, а мертвые щиты, как бы. Знаете, что любопытно? Говорят, магла рождается из более мрачных мыслей. Значит, магия по природе своей опасное искусство. Я хотел, чтобы магла росла и дальше, но теперь, пожалуй, передумал. Пусть эти напыщенные свиньи захлебнутся собственным страхом. Санктианство не спасет этот мир. Есть лишь один бог, достойный поклонения. И это господин Луи. Блин. Какой же отбитый наглухо фанат просто. Что ты сделал? То, ради чего мне нужно было столько маглы. Возможно, стоило подождать еще, но теперь ничто не защитит вас от великого бедствия. Да, нормально, зато у человека есть цель. Ну да. Ну он типа вот прям твердо и четко видит, что хочет. Типа, ну в этом да. В этом как бы ему можно позавидовать, так сказать. Как бы в жизни этого многим этого ну как бы не хватает, да, есть такое. А ну говори, где Луи? Ах, мой господин Луи. От сукин сын просто сбросился на. Проклятие. Ура! Что происходит? Неужели... Человек! Человек ожил! Бля! Человек? Погодите, это же чудовище, которое Луи выпустил на похоронах. Разве оно не мертво? Оно умерло, но потом страданиями Зорба воскресло. В Гранд-Ране бесчинственный исполинский человек. Если его не остановить, день великого бедствия, о котором говорил Зорба, и правда настанет. Он пожертвовал ради этого жизнью. Если бы это чудовище пробралось на улицу. Надо помочь, мы его остановим. Найс выбор. Не, было прикольно, если бы надо помочь и... Давайте отдохнем в таверне. Не сегодня. Блин. Надо спуститься и помочь солдатам. Здание рушится скорее. Задание выполнено. Занятие, то есть. Некромант Зорба из последних сил реанимировал труп человека, а затем рухнул на землю с крыши собора. Это, кстати, ну, тут монстры, они монстров называют человеками. Как бы, ну, подмена понятий тут как бы такое, да. Ну, забавно. Коварный план Зорба. Мне нужно положить конец плану некроманта Зорба и буйству человека, которого он выпустил. Иначе от этого бедствия пострадает весь Гранд-Рат. Окей. Ух, добрались наконец. Здесь все в руинах. Своей магией Зорба разрушил весь собор. Чудовищно. Смотрите, выход уже рядом. Этот путь должен вести на площадь. Отлично, давайте остановим негодяя. Негодяй. О! Мне фулх восстановили все. Давай попробуем улучшиться. Если это возможно, конечно. Что?
А, я тут все-таки на лекаре все еще. Ну ладно. Исследование искателя. А. Ёб твою мать, мне надо где-то найти стрелка. А, вот у него теперь 2. Ну... Ладно. Оказывается, мне тут делать нечего. Ну, кошку погладим, давайте. Ёщ. Ой, да. Блин. Как только выберем снаружи, идем сразу к этому монстру на площадь. Все готовы? Прикончим. Клянусь честью рыцаря, я буду защищать этот город. Тебе конец, Зорба. Ну, погнали, ёпта. Как так вышло? Неужели на это Зорба и рассчитывал? Ха-ха, нихера себе. Жесть, ну и лицо. Нас заметили. У него там еще кто-то сидит. Культяпкой своей ударил. Если столицу уничтожит, его высочество больше никогда не обязано ее защитить. Я не допущу, чтобы еще один город исчез с лица земли. Так он в деревне жил. Если мне суждено здесь погибнуть, я заберу что-то там у кого-то. Берегитесь. А? Хотя, монстр. Собака. Что за херня? У него на голове карусель вообще. Вы только поглядите, какое огромное чудовище. Нельзя допустить, чтобы эта тварь сбежала. Остановим ее. Как же мы убьем такую громадину? Посмотрите вон туда. Я думаю, это сердце чудовища, и его надо как-то уничтожить. Но, не знаю. Это типа сердце монстра. Японцы что-то крепко жестко курили, по-моему. Вот не знаю, почему-то. Отсюда нам не дотянуться. Примени магию. Предлагаю попробовать сбить чудовище с ног. Тогда нам и не понадобится магия. Значит, целимся в туловище. Тварь огромная, промахнуться будет сложно. Пип-пип-пип, перепери. Пип-пип-пип-пип-пип. О, так он вообще ни о чем. Слабость, нифига себе. О, упал. Получилось, теперь можно ударить в сердце.
燃えろ。Ё-моё. 何か来そうだよ。注意して。 Не знаю. 合わせていくぞ。任せたよ。切り捨てる。スルケンベルグの体力が少ない。誰か回復を。 Чего? 卵の皮が元に戻っちゃった。 О, блин, мне надо было 目 восстановиться. があるとからちょっと大変そうだけど、スルケンベルグの体力が少なくなってる。そのために。いや。とどめ。 Да куда ты, блин, бьешь? О, какая この力 херня случилась. 立て直す。すまない。さすがだな。さてどうするか。ファイター叩き切る。 Опа, нифига. Хорошо. 英霊の力を。 Погоди-ка. そうだ。仲間と共に。俺の力も使え。うなれ。王者の力。 攻撃は当たり前だよ。敵の胴体を攻撃するか魔法を使って。スルケンベルグが倒された。 М, お願い。 Вау. 手当てを。 Вау. Просто вау. 使うよ。我が Да. 信念は折れん。まだだ。少ない。誰か回復を。スクロールが戦闘不能。誰か回復これはみたい。さすが落ち着いて加減はしない。まだ倒れるわけには。感謝する。ありがたい。こいつ簡単にはやられんぞ。少ない。誰か回復を。スルケンベルグが倒された。手当てお願い。こいつの出番だ。我が信念は折れん。我が正義にかけて。スルケンベルグの攻撃が弱点に王者の魂をここに。立て直す。すまない。オンに切る。 А? Да ты задрал. Просто, ёб твою мать. 使っておくか。我が信念は折れん。文句。破壊する。 Бля, как ты, сука, могла промахнуться? Он же здоровенный, блядь. И сдох. 貴族として責務は。見たか。 Парара, 癒しの力を。 ちょっと待てよ。はあ。風の力だ。恥ずかしくない戦い加減はしない。輝け。 Так, магия у него вообще. Стой. Понятно.
こいつの出番だ。頼りにしてる。大丈夫。遠距離なら行くぞ。癒しの力よ。さすがだな。腕どうにかならないの？シルケンベルクが倒れてる。誰か助けてあげて。王者の力、この身に宿れ。シェリステル。癒しの力を。こ天に命中。そうだ。その調子手加減は何だ。どう。体力が減ってる。誰か回復できる？加減はしない。これを恩に着る。シルケンベルクが悪はただ。誰か助けてあげて。往生際が悪い。攻撃回避。やるじゃない隊長。天に命中。その調子よ。シェリステル。これでどうだ。今のうちに進行を狙って。恥ずかしくない戦いをする。誰か助けてあげて。シルケンベルクが倒れてる。手加減は何だ。叩き切る。大丈夫。体力残りました。誰か回復を。どうかな。接近戦だ。この力で立て直す。さすがだな。またあの兵隊たちがこうなったら、いっそ私が中で暴れて兵隊たちを混乱させる。そう、わかった。シルケンベルクが倒れてる。誰か助けてあげて。悪はただ。やめておくか。距離を取るぞ。守りに徹するさ。落ち間合いを取る。はっ。あの腕どうにかならないの？シルケンベルクが倒れてる。誰か助けてあげて。ファイター。Ага, есть кто. 大丈夫。 А, блин, надо было 前へ。 поближе встать. 天に命中。距離を詰める。その調子よ隊長。王者の力、この身に宿れ。思って訴える。体力が減ってる。誰か回復できる？ Да серьезно? みんななのか。 О, ごめん。 это жестко. 現実。いけるか。行くぞ。Так, ну, в принципе, понятно. あそこ。それ На самом деле он легкий, как будто бы. 奴はあの胴体を狙おう。 Просто я вначале жестко протупил. 天に命中。最善を尽くさないとな。ファイター。叩き切る。みんな無事か。 Блин, его ударить может так просто. Ах ты, сука! Блять, как она могла,
Блять, ну как она могла? Вау. にはやられんぞ。 Просто руина. Ну серьезно. Как она могла? 覚悟はいいか。切り捨てる。 Я просто не ま понимаю. だ終わらん。よし、これで。 Ну, чего я? 大丈夫。やれるよ。 Так. М. А, вот так. やめておこう。行くぞ。支援するよ。さすがだな。貴族と手加減はなしだ。 シュルケンベルグの体力を行くぞ。この技じゃない。英霊の力を。そうじゃない。しとどめ。恥ずかしくない。この力で。まだ倒れ Я るわけには。 вскачу. 助かった。恩に着る。正義のために。ファイター。叩き切る。 Люстра, жабами, с бокалами была, с бочкой вина. 間合いを取る。注意して。落ち間合いを取る。はっ。後方へ下がる。防御して様子見だ。 あの腕がちょっと大変す。行くぞ。文句。打ち砕け。 Пожалуйста, попади. Вау. 癒しの力を。接近戦だ。それ。そっち攻める。覚悟はいいか。どう。それを狙っていた。 О, неплохо. За один ход справились. 相手をよく見るんだ。文句。やめておこう。力を一つに。これでまだ。 我が剣破壊する。大丈夫。やれるよ。行くぞ。癒しの力よ。感謝する。ありがたい。最善王者の力。この身に宿れ。 О, неплохо. ストロールもやるじゃない。文句。砕け。落ち着いていこう。この力で。まだ倒れるわけには。助かった。さすがだな。さて、手加減は何だ。叩き切る。 またあの兵隊こうなったらいっそ私。そう分かった。 М. 距離を取る。我が体は盾となる。立ち上がれよ。守る。交代する。耐えてみせる。 あの腕どうにかならないの。前に出る。
ク打ち砕け癒しの力を詰めるよこんなさあ前に出るぞ覚悟はいいか拳一つでもはっはっそうだ今のうちに心臓を狙って癒し加減はしない Оп-оп-оп. А, ну да. 癒しの力よ感謝するありがたい正義悪はただ叩き切る往生際が悪い我が正義にかけてまだ耐えるか落ち着いていこうヒーラーこれをさすがだな貴族としてファイター Ой, блин, чуть-чуть. А, он умер, все, готов? Е. 1050. Жестко. Скорлупа Авадос. 悪くない感覚だ О, いい手応えだ Так, давай магию поднимаем. また強くなれたみたいこれでまた一つ強くなれた Наконец-то все кончено. やったか改めて礼を言う Благодарю вас от всего сердца. Вы рисковали жизнью, чтобы защитить столицу. 守れてなんかいない Едва ли это можно назвать защитой. Город в руинах, играя с которым мы сражались бок о бок, мертв. ストロール Тролл. 国葬の日の Утром в день похорон я пообещал Марии, что к вечеру мы вернемся и снова сядем за стол все вместе. 帰ったら夕飯を食べようって必死に戦ってみた Как бы отчаянно я не сражался, прошлого не изменить. Звучит очевидно, но я понял это только 消えや сейчас. しない Как мне теперь смотреть в глаза 当たり前 Марии? のことが分かっただけだ俺はマリアになんて言えば Мы сделали все, что могли. 仕方なかった仕方ない И этого оказалось мало. Мария стала сиротой. 自分が情けない Ненавижу себя, зачем я вообще дал ей это обещание. なあ Строл, послушай меня. アルセス Альцес сделал свой 選ん выбор. でこの国のために生きたんだ Вся его жизнь была посвящена королевству. 彼がいなければ Только благодаря ему не оборвалась жизнь его высочества, благодаря ему я встретила вас и узнала правду. 新彼だけじゃない Все, кто погиб на похоронах, выполняли свой долг. Гордись, что сражался с ними бок о бок. Вон там. Это они. О, спасибо, я уже думал, что больше не увижу родных. Набожная женщина. Только теперь я понимаю, как же мне хочется жить. Спасибо вам. 大切に生きていきます いや俺たち Что вы, перестаньте. Мы же ничего не сделали. Ты что, реально, блядь? あなた方に Вот сейчас скромничать, да направит и защитить вас божественная мудрость. Значит, это вы остановили безумца и убили чудовище человека. Теперь я уверен, что погибший солдат успокоится с миром. Выходит, не только солдаты Луи могут справиться с этим чудовищем, а значит, нам не надо всецело рассчитывать на него. Это обнадеживает. Спасибо. 俺たちの知らない Получается, за нами наблюдали, а мы даже не знали об этом. 人たちがいたんだな希望か Меня уже давно ничто не обнадеживает. 口にするのは簡単 Надежду легко потерять и трудно обрести, но она дает силу двигаться вперед. あ Да, あそうだ ты права. Окей, окей. Классно. しかし Жаль, что мы так ничего и не добились от Зорбы. 王子の Если не убьем Луи, проклятие рано или поздно погубит принца. グ У ライア Грая ничего не получилось. どうしたら Получится ли у нас? 覚えてるか Луи выжил лишь потому, что в самый последний момент его защитила магия. ルイをあれがまた Если это повторится, мы тоже никак не сможем навредить Луи. せないんじゃないか Что? То есть все напрасно? 憶測で語る Праздные размышления нам не помогут. Надо найти его и проверить свою загадку. ルイの軍の司令 Я могу выяснить, известно ли что-нибудь моим знакомым стражам. Было бы здорово, если рыцари нам ничего не расскажут, придется действовать вслепую.
Полагаю, что сейчас в страже царит смятение, поэтому на многое я бы не рассчитывал. И не забудьте про подготовку. Если бой с Зорбой так нас измотал, против Луи мы точно не выстоим. Нам нужно стать сильнее. Гриндить придется, да. Что ж, раз мы все равно пока не знаем, где Луи, не будем терять времени даром. Давайте отточим навыки. Хорошая мысль. Боевой опыт не бывает лишним. Давайте вернемся в гостиницу. Я хочу проведать Марию. Мария. Прошу минуточку внимания, эмоциональный глашатай. Вы все видели, как королевский дворец поднялся в небо и как над нами появился огромный зачарованный камень. Думаю, вас это потрясло не меньше, чем меня самого. Особенно то, что мы услышали об избрании нового короля. Его назначит кто-нибудь, не кто-нибудь, а народ. Право голоса будет у каждого. Полагаю, вас всех интересует, как это связано с лицами, парящими в небесах. Да, очень интересует. Санкторы пришли к выводу, что размер лица напрямую зависит от того, насколько сильно народ поддерживает претендента. Похоже, наибольшим уважением пользуется Scientific Fordon, а второе место занимает граф Луи. Разумеется, Scientific Fordon на первом месте. Я скорее удивлена, что кто-то способен с ним тягаться. Ничего удивительного, граф Луи думает о народе. Он наша защита. Блять, вы ебанутые нахуй. Он буквально, блять, при вас же, блять, просто прилетел нахуй. Скинул труп этого, блять, монстра. Потом пошел, блядь, устраивать суету, нахуй. Он просто, блядь, ну, просто устроил тут, вот, блядь, серьезно, нахуй. Он же виной всему этому. Защита, ты что, не видел, что произошло в соборе? Вот-вот. Тише, тише, внимание, заслуживают не только основные претенденты, но и те, кто сейчас находится в хвосте гонки. Зайти на престол может любой, кто получил поддержку народа, кто угодно, даже вы или я. Претендентов на трон у нас немало, и все как один полны надежд. Лично мне не терпится знать, кто же победит. Погоди-ка, ты же церковный глашатый, вряд ли им понравится, что ты тут говоришь. Ты должен за своих болеть. Помилуйте, положение Сантифика не настолько шатко, чтобы моя болтовня могла ему повредить. Я всего лишь люблю наблюдать за состязаниями. Пожалуй, я сообщу новости и остальным перспективным претендентам. Вы будете рады, что запомнили мое лицо. Лицо глашатая Альба Батлина. Блять, кто этот ноунейм, блять? Все видели, что мы человека там замочили. С возвращением, говорит. Говорят, вам удалось победить подлецов, которые прослуживают Луи. Вижу, новости расходятся быстро. В гостинице всегда так. Новости наш хлеб насущный. Надеюсь, теперь наш друг обрел покой. Я обязательно закончу его дело. Обещаю. Как себя чувствует Мария? Она еще не выходила из комнаты. Есть тоже отказалась. Эх. Город прям гудит. Сначала я подумал, что все обсуждают победу над человеком, но народ явно взволнован чем-то еще. Скорее всего, церковь беспокоит, что королем может стать кто угодно. Претендентов на трон уже набралось немало. Кстати, прошел слух, что Scientific Fordon собирается выступить перед горожанами. Санктор убежден, что после этого Луи придется покинуть свое укрытие. Вот это да, надеюсь, и не правы. Я слышал выступление, назначено на 22 число. Если в разговорах упоминают точную дату, значит это не просто слухи. Тогда нам лучше дождаться этого выступления. Все равно мы так ничего не выяснили. Зал заседаний совета.
Какие отвратительные рожи. Это королевство должно было стать нашим. Коварный старик умудрился навредить нам даже после смерти. Как вы думаете, это действительно было лицо короля? Ему норму так сидеть вообще? Летающие камни нам не указ. Мы сами изберем нового короля. Это возмутит народ. Поскольку камень создан королем, горожане воспринимают его слова как королевский указ. К тому же, когда на Луи напал убийца, его остановила какая-то неведомая магия. Предположу, что ее тоже сотворил король. Потому мы и послали за той девчонкой, которая якобы знает все о проклятиях. Приведите ее и пусть расскажет, что ей удалось выяснить. Хуя себе. Ишкия. Говорит с вами большая честь для меня. Мое имя Ралла Меланкариф. Я принадлежу дому Сигн. Оставьте церемонии, девушка. Нам нужны факты. Ну что ж, вспышки магии похожи на ту, что спасла жизнь графа Луи. Мы наблюдали еще в нескольких местах. Похоже, ее сотворили, чтобы захватить власть силой. Было невозможно. Только народ может избрать короля. Поскольку магическая защита действует на тех, кому доверяют, я считаю, что она исходит от короля. Вы хотите сказать, что мерзавец Луи теперь неуязвим? Проклятие! Это усложняет положение. Но вот вопрос. Неужели король лично наблюдает за всеми боями между претендентами на трон? Я не знаю, что приводит эту магию в действие. Это было известно только королю, и он унес свою тайну в могилу. Однако я знаю, как можно оградиться от этой магии. Опа. Нужно вызвать противника на поединок. Значит, убить претендента все-таки можно, если вызвать на честный поединок. Король был неисправимый романтик. Что ж, я рассказал все, что успел выяснить на этот момент. Сейчас народ поддержит Луи едва ли не больше, чем нас. Крайне досадно, что большинство считает себя стадом, а его пастырем. Те, кто мыслит в таком ключе, ничем не лучше скота. Им нужен сильный король. Мы продемонстрировали им свою силу, но сделаем это с изяществом, благородством и учтивостью. На улицах орудуют убийцы, народ ожесточен в борьбе за власть. Зачем Его Величество обрек нас на это? Но, блин. Надо, короче, плакаты делать, ребята. Надо плакаты делать. Надо выйти на улицу, типа, мол... Я... Ваш президент. Еще есть время до того, как Форден. Ну, блин. Но помните, в конце концов, нам все равно придется сражаться с Луи. Нельзя терять время. Ну, сейчас посмотрим, что можно будет сделать. Мне кажется, в какой-то момент мы такие просто выйдем народу и скажем... Ну, короче, надо популярность повышать нашу. Мне кажется, идти в вербовочный пункт не очень хорошая идея, но вдруг нас кто-то узнает. А мы ведь вроде как, ну, погибли. Думаю, в свете последних событий никто не обратит на вас внимания. А если станут задавать лишние вопросы, просто скажите, что вы от меня. Так, мы идем в вербовочный пункт. Я что-то потерял нить повествования. Тут. Да, нарисовано хорошо. Я слышу какой-то голос. Голоса сторонников позволяют вам иногда слышать, о чем говорят ваши сторонники. Проводите время со сторонниками, чтобы заручиться их поддержкой. Если вы слышите чей-то голос, пообщайтесь.
Вы можете открыть раздел «Сторонники» в главном меню или нажать 1 и выбрать, с кем вы хотите сейчас встретиться. Пожалуйста, обсудить это с ним. Я вдруг подумал о Хюлькенберг. Наверное, стоит с ней поговорить. О. Ну, давай, посмотрим, как это работает. Прежде была рыцарем личной... У тебя посмотри-ка. У тебя я хаметили, будет тёня, хорошо? Хорошо. Джулур, Харисхан, эти треба ботахта. Может тебе новые купить? Эти не пока Джулур бери. Это короче Джулур. Это. Чуйте. Это никак. Я хамед Джулур сагнала. Хорошо? Всем вам куплю новые тапочки. Японцы в аниме просто боги. Простые мультики сделали искусство. Есть такое, есть такое. Не, ну блин, прям что-то, ну, я вот не знаю, ну прям проникаюсь этой всей темой. Не знаю, как это работает, но, блин, я прям что-то вот читаю все такое. Вот может отчасти я еще и заскучился, может быть, по визуальным новеллам, по каким-то конкретно хорошо построенным историям. Я вот что-то вдруг об этом подумал. Я слышу какой-то голос. Пожалуйста, это обсудить. Так, давайте побеседуем. О, это ты. Понимаю, нам стоит только ждать, но сидеть без дела как тяжело. Мы можем поговорить? Конечно. Как комикс интерактивный, ну да. В последнее время мне становится все труднее сохранять самообладание, поэтому я решил обратиться к тебе за советом. Я должна что-то предпринять, пока мои тревоги не начали мешать мне в бою. Скажи, как ты сбросил напряжение, будто ты на моем месте? Не выйти. Колосо поснимать. Папа сын курёга, барды новый купить. Колосо, папа новый. Ты баринчи тут. Пасим папа купить новый. Размялся, да. Почитал книжку. Может сказать ей размяться, а мы на это посмотрим? Новый ботинка, да. Хорошо. Эти тапочка ден, тапочка. Ботинка вот. Тапочка байрам батледи. Тапочка. Да, ту где-то ты. Ну давайте размялся, наверное. Хотя я сам по факту, вот лично я, скорее всего, книгу почитал. Да. Да. Звучит разумно. Движение помогает прояснить голову. Не желаешь со мной пофехтовать? Оу, щит. Полагаю, ты сам учился обращаться с мечом. Если так, то тебе не помешает взяться за серьезное упражнение. Ну, let's go. Давай. В таком случае нам понадобятся деревянные мечи. Идем в магазин оружия. Достойное оружие. Меч тренировочный, но в руку ложится почти как настоящий. Навевает воспоминания. Вступив в королевскую стражу, я и сама упражнялась с таким мечом. Я попала в личный отряд принца чуть ли не сразу, как стала рыцарем. И потому стремилась совершенствоваться. Тогда я была намного младше тебя и хуже владела мечом. А тут интересно,
как бы все может зайти дальше, чем дружба, интересно. Каждую ночь мы с товарищем тайком пробирались мимо дозорных, устраивали дружеские бои, пока на ладонях у нас не лопались мозоли. Окей, ладно. 確か Дружеские. Иногда побеждал я, иногда он. Мы потеряли счет поединкам, но так и не выяснили, кто из нас фехтует лучше. Каким он был? Твой товарищ. それは Ну, пожалуй, рассудительным. Уж не знаю, как сейчас. Мы поклялись, что станем достойным рыцарского звания и достигнем вершин в ордене. Поклялись, что преуспеем. Сила небесная. Хюлькенберг, неужели это ты, густой бас? Это ты вернулась. ローダンテ Роданте. Какое совпадение? Это тот самый товарищ соперник, о котором я говорила. Это что за щенок с тобой? Я ее друг. よろしく。 Птичка Вася. И ты водишься с этим янцом? Жалко зрелище. Как это понимать? Я разочарован. Ты бывший рыцарь, снюхалась с вшивым Эльдом. Опа. А тебе до этого какое дело? Что ж, подобное притягивает подобное. Юнец, падшая раса и падший рыцарь. А ведь когда-то у тебя было самоуважение. 貴様 Ах ты мразь! Успокойся, Хюлькенберг. Как стратег ордена, я имею полное право осуждать тебя за глупые поступки. Так ты теперь стратег? Да, пока ты бродяжничала, я упорно шел к успеху за нас обоих. Вот как. Но довольно обо мне. Вижу, ты отказался от своих устремлений. Ну и чем же ты занимаешься все это время? Я стремлюсь к высшей цели. Она для меня дороже любой славы, какую только может снискать рыцарь. Ну конечно. Спасти принца ты не сумела. Я рыцарской чести пришлось забыть. Теперь ты отчаянно цепляешься за надежду отыскать его, ведь другого выбора у тебя нет. Да ты охуел, выбирай выражение. Зачем? Мне больше нечего тебе сказать. Ты разочаровал меня, Хюлькенберг. Найс, погуляли. Прошу меня извинить, сожалею, что тебе пришлось это увидеть. Ты расстроилась, не принимая близко к сердцу. Мерзкий тип, бля. Но он просто мерзкий тип. Раньше он не стал бы так говорить. У него было доброе сердце. Я не понимаю его досаду. Я понимаю его досаду, но ведь я в свое время ушла, не сдержав клятву. Но сейчас у нас есть куда более важные дела. 私は Птичка Вася, предлагаю и дальше сражаться во имя моего его королевского существа. Отныне таков мой путь. Я чувствую, как Хюлькенберг честно в своих намерениях, она очень мне доверяет. Окей. Тем не менее, второй... 暇など Парипас. Эй, простите, вы знакомы с рыцарем, который только что ушел? Это всего лишь старый друг. Ну да. Тогда я пойду. まあいい Давай пока отложим тренировку. そうだな Чтобы забыть об этом недоразумении, придется сделать сотню упражнений или 1000 взмахов мечом. Вернулись к остальным. Че, бабки упали? Мы снова в тихой пчелке. 教えてほしいか？ Так, купим сведения. Да, новенького сведения ничего нету. Посмотри. Что? Фабиана, конечно, не показывает виду, но ей наверняка ничуть не легче. Говорят, Мария не выходит из своей комнаты. Блин, что Мария там делает? Господи.
Она до сих пор плачет. Думаю, нам все же стоит точно следовать рецепту. Наверное, ты прав. Все же это фирменный рецепт Фабьены. Так. Ага, мы молодцы. Да-да-да. Плюс великодушие. Блин, великодушие очень медленно растет, капец. Значит, Форд выступит перед народом уже завтра. Интересно, что он собирается сказать? Может поблагодарить нас за то, что мы сделали в соборе? Я бы сильно на это не рассчитывал. В конце концов, согласно официальной версии, с человеком расправилась армия. Скоро мы все узнаем. Не стоит забивать об этом. Бля, вот такие тупые нахуй. Серьезно, вот типа... Хули не скромничать? Просто реально сказали бы, да, сука, это мы нахуй, типа. Вышли бы к народу, блин. Там, не знаю, бошку отрубленную этого человека там держали бы в руке, еще что-нибудь. Капец, они, конечно, тупари, я в ахуе просто. Такой шанс. Выйти в короли, блин. Ну, серьезно. Значит, антифик выступит перед народом завтра. Что давно девчушки Марии не видно. Не видно. Да, посмотри барон Тюнера. Aslında тураты. Мегатан Туру. Антон, они отдыхают. Барон Тюнер. Ныркады турат. Так, побеседуем с ним. Хм-хм. О. Ты ужасно напуган человеком, и ходят слухи о каком-то пареньке, который владеет какой-то особенной магией. И стражник собора рассказал, якобы парню этому даже проводник не нужен, он сам будто превращается в чудовище. Представляешь? Какой кошмар. Мне было бы страх из-за человека-некроманта. Вам еще повезло. Не так давно улицы Гранд-Рада были завалены трупами. Не знаю как, но в городе навели порядок. Так что сейчас тут безопасно. Они даже с людьми справляются. Вот это я понимаю, столица. Жаль, что они не защитили нашу Галлию. Нет, ну ты послушай, я тебе говорю, ради твоей же пользы. Ходят слухи, что этот бегун принадлежит банде Луи.
Да ладно тебе, раз тут стоит такой замечательный бегун, его надо как следует посмотреть. Да чтобы вас всех... Ну зачем тут поставили этот бегун? Теперь сюда приходят какие-то зеваки и добавляют мне лишней работы. Раз бегун не слишком маленький, тот, что я видела на похоронах, был гораздо больше. Если соберусь покупать новый бегун, выбирай сам большой. Так это был бегун Луи, я не уверен, что мы и этот сможем себе позволить. Бегун. Я вообще не понимаю, как это выглядит. Что это вообще? Говорят, того человека убила вовсе не армия. Опять ты на какой-то вздор купился. Не знаю, что там и как, но мы теперь не знаем. Но мы теперь знаем, что людей можно убить. Хоть не такие они и страшные. Ты правда так думаешь? Но ведь даже армия не может с ними справиться. Нет, я больше не могу говорить, в соборе все еще сидит чудовище. Проклятый Эль все еще здесь. Это дурной знак, мы все умрем. Блин, я вот думаю, может быть... Хотя ладно, давай. Это ты. Когда приходится ждать, ничего не делать, я все время думаю о Дне Великого Бедствия. До меня дошли кое-какие интересные слухи о Гранд-Раде. Я бы хотел пройтись по городу и разведать побольше. Хочешь составить мне компанию? Погнали? Что ж, идем. Говорят, на этой дороге часто видят неких бродяг. Возможно, это мои соотечественники. В Гранд-Раде столько всего нового, а к шуму на улице сложно привыкнуть. В деревне Гали, откуда я родом, было куда тише. Конечно, там тоже бывало гудел рынок, хохотали дружеские компании, но в сравнении с тем, что здесь... Молодой господин Леон, неужели это вы? Знакомый голос. Ранжев, это правда ты? Тебе удалось спастись. О, молодой господин, надо же, как вы возмужали. Откуда вы друг друга знаете? Он служил дому Галия, пока не случился пожар. Я не думал, что когда-нибудь снова его увижу. Тем более здесь. Ранжев, это мой добрый друг Ичка Вайс. С недавнего времени мы вместе путешествуем. Время тебя не пощадило, старый друг. Ты так исхудал. Хорошо ли ты питаешься и как дела у остальных? Все, кто выжил после нападения человека, перебрались в столицу. Никого не осталось в разоренной Галлии. Деревню теперь не восстановишь. Большинство сбежали, в чем были, не взяв с собой ничего. Помочь нам было некому, ни крыши над головой, ни хозяйства, ни работы. Многие уже умерли с голоду. О, нет. Давайте я найду вам кров. Только сейчас я и сам на мели. И один только титул мало кому поможет. Мне очень жаль. Одного вашей страдания уже достаточно, молодой господин. Я всегда говорил, что это доброе сердце досталось вам от отца с матерью. Если бы не они, мы бы уже сгинули. Ведь это они помогли нам сбежать в столицу. Уходит, вас сюда направили мои родители, значит, я просто обязан вам хоть чем-то помочь. Давай построим им жилье. Полагаю, мы можем построить несколько домов. Хорошая идея, только цен на землю столицы заоблачно. А денег у меня нет. Кто владеет территорией, на которой вы сейчас живете? Маркиз Ишкия, лорд Гидран. Маркиз, говоришь? Похоже, стоит наведаться к этому лорду Гидрану в гости. Попробуй убедить его выделить беженцам из Галлии пустующие дома. Вот только в качестве обеспечения я могу предложить лишь слово дворянина. Это ж только наши беды, молодой господин. Не беспокойтесь о них. Я хочу разделить с вами этот груз, старый друг. В тот роковой день, 7 лет назад, мои родители пытались спасти всех, кого могли. Я был совсем ребенком, онемевшим от ужаса. Без вас я бы не выбрался. Другими словами, я обязан вам жизнью. Так что позвольте помочь вам здесь обустроиться. Я сделал все,
чтобы вы жили счастливо. Окей. Это честь для нас, но боюсь, лорд Гидран останется равнодушным к вашей благородной просьбе. Он, кажется, убежден санктианином, но уже однажды отмахнулся от меня, прозвав галлийской деревенщиной. Если он так к вам относится, тогда мне тем более пора вызвать его на разговор. Пора поставить его на место. Да, поговорим с ним. Так, ты что, тоже хочешь пойти? Нам и так предстоит трудный путь. Не хочется обременять тебя моими личными делами. Я все-таки твой друг? Что ж, хорошо. Знаешь, с тобой мне будет спокойнее. Позволь поблагодарить тебя от всего моего дома. Я чувствую, что Строл готов довериться мне. Окей. Это плюс задание или что случилось? Угу. Вам я тоже признателен, сэр Рычковась. Теперь я вижу, что молодой господин в надежных руках. Прошу, хватит, вы уже называть меня молодым господином. К чему эти формальности? Я бы хотел встретиться с лордом Гидраном как можно скорее. Он на час уже поздний. Сейчас лучше вернуться, а с ним поговорить на другой день. Нормально так насыпало. Мы этим занимаемся каждый вечер. И лучше всегда следовать рецепту. Иначе еда будет дерьмом. Все. Выступление. Пришел день выступления. Сегодня Фордон должен выступить перед городом. Интересно, что он хочет сказать? Наверное, что-нибудь о борьбе за трон, который объявил король. Главное, чтобы у них получилось выманить Луи. Кто знает, быть может, сегодняшний день войдет в историю. Дамы и господа, минутку внимания. Сантифик Фордон сказал свои слова. Над нами парит гигантское лицо, в небесах над своей страной возникают огромные камни. Таинственный голос. В небесах над всей страной, утверждает, что он покойный король. Санктианская церковь официально признала все эти изъявления волей его королевского величества. О, так это и правда его величество. По указу Его Величества нашим новым королем станет тот, кому народ будет доверять больше всего на момент принятия решения. Это исторический момент, дорогие сограждане. Революционный, беспрецедентный. Теперь любой может зайти на трон. Так уж и любой. Что ж, даже я могу? Да, любой, даже вы. Но только если именно вам отдаст свою любовь наш народ. Так может тебе стать королем, а? Народ тебя любит. Ну какой из меня король? Неужели вы настолько не любите вашу страну? Давайте лучше подытожим, что нам известно. Во-первых, лица, которые появились на скале, очевидно принадлежат тем, кто сейчас лидирует в борьбе. А это что за лысый хуй? Ладно, Фордон и Луи, а это кто? Среди них мы видим первую тройку. Это чтобы вы могли всегда и везде любоваться на тех, кто вас вдохновляет.
Погодите-ка, как нам простакам тягаться со всей этой знатью? Ну, допустим, понравишься ты народу, но как только на камне появится твое лицо, соперники тут же подошлют тебе убийцу. Не совсем так, друг мой, не совсем так. Это вполне резонное опасение, но его величество все предусмотрел. Популярные претенденты, по крайней мере те, чьи лица появляются на скале, находятся под защитой королевской магии, так что убить их не получится. Магические цепи скуют любого, кто попытается устроить покушение. Это же и произошло с бедолагой, который решил напасть на графа Луи. То есть и правда любой может стать королем. Нищий, раб, даже преступник. Выходит, может случиться так, что нами будет править не Климар? И что это будет для нас значить? Итак, свою речь я произнес. Теперь вы знаете столько, сколько и я. А теперь, дамы и господа, сообщите эти новости всем остальным. Неважно откуда вы, из славной столицы или из далекой глуши, корона может стать вашей. Любому жителю страны дозволено претендовать на трон. Утром. Я послушал Гашатая. Церковь объявила, что лицо в небе говорит от имени короля и не будут подчиняться его словам. Быстро они уступили, хотя сложно сопротивляться, когда над головой нависает целый королевский дворец. Если бы они попытались ускорить коронацию его святейшества Фордуна, это лишило бы нас всякой надежды восстановить в правах его высочества. Но я вижу по твоему лицу, что плохие вести тоже есть. Помнишь цепи, которые сковали Альциса? Похоже, это тоже королевская магия. Проще говоря, ни от одного претендента, который нравится народу, нельзя избавиться силой. Это плохо. Или это может быть... Это плохо, да. Ты совершенно прав. Это значит, что Луи к нам теперь не подобраться. Я продолжу поиски. Но даже если мы окажемся с ними лицом к лицу, убить его мы все равно не сможем. Что же делать? Как нам теперь снять проклятие? Куда вообще смотрел король? Грай пытался спасти его сына. Отдал жизнь за него. Даже если магию рассеять, все претенденты окажутся под угрозой покушения. А Луи займет престол силой, ведь у него есть армия. Положение безвыходное. Вы не видели Марию? Так и знал, блядь. Что-то случилось? Я зашла к ней в комнату, а ее там нет. Она не стала бы уходить, никому не сказав. Я не хочу потерять еще ее. Я ее найду. Правда? Спасибо. Как подумаю, что с ней могло случиться? Если она ушла по своей воле, вероятно, у нее были на то причины. Надо искать, возможно, в городе нам удастся разузнать что-нибудь. Ну, погнали. Но сначала... Прикиньте, можно просто пойти куда-нибудь. Так.
Я видел, как курс-центр обронил сумку с частицей магла. Какой же я идиот, хотел продать их поскорее, но сегодня дождя не будет. Чем хуже погода, тем выше цена на частицы маглы. А когда на улице солнечно, цена падает. Важная инфа, кстати. Хочешь поспорить, кто станет следующим королем? Я готов поставить все на Луи. Да королем все равно станет Форден, но уж извини, на этот спорт ты не выиграешь. Какой скучный и предсказуемый выбор. Что же осталось, только дождаться, кто победит? Байден или Камала Харрис? Как по мне, воину в основном нужны ловкость и удача. Прежде всего, ловкость. Не только для того, чтобы опередить врага, но и чтобы успеть сбежать, если потребуется. Ну и, конечно, удача. Удача без нее. Люди, которые в себя не верят, не решаются на риск. В общем, участь у них незавидна. Ты уж мне поверь. Даже хорошая плата за работу тоже своего рода удача. А все это такое мое мнение, конечно. Верить или нет, решать тебе. Здравствуйте, мы ищем девочку, вы случайно не видели ее? Если Тата Полкрофт, то да, видела. Это была грустная. Она была такая грустная и все звала папу. Она видела. Я видел, как она шла по глухому переулку. Может, она пошла к собору? Окей. Хотя ладно, давай пойдемся. Будем копить, будем копить. Мама так и не пришла, папа сказал, она теперь где-то далеко-далеко. Я говорю, кто будет готовить нам ужин, а папа заплакал. Блин. Жестко. Блин, что так жестко? Скелет, они меня преследуют, как бы я быстро не бежал, мне от них не оторваться. Теперь же все хорошо, ты спасен, я больше ничто не угрожает. Сантифик Форден нас защитит. Угу, конечно, защитит. Да, конечно. А эта девочка-полукровка, она знакомая ваша? Нельзя такой маленькой девочке гулять в одиночке, мало ли что может случиться. Она только что вошла. Как вошла? Почему ты ее впустил? Вы бы, госпожа, видели ее глаза, я просто не смог ее остановить. Она часто сюда помолиться приходит. Хотя, прямо скажем, тут ей не особо рада.
вечер. Сколько мне стукнуло? 33. Хотя когда-то я думал, что мне 35. Ой, что такое? Так. За тебя все переживают. みんな心配していた。 Ты всех перепугал. ごめんなさい。 Простите. お父さん帰ってこ Папа не вернулся домой. А я всегда прихожу сюда, когда мне одиноко. いつもここでお祈りしてた。 Возраст Христа. Блин. そしたら一回 Однажды он меня отсюда забрал. Зашел и позвал меня. ことがあったんだ。でも Но я молюсь, а он все не возвращается. Может, потому что собор разломан? マリア、 Мария. Папа, вернись. Привет, Зедри. ファビアンナさん、 Госпожа Фабиана сказала, что папа больше не придет домой. お父さん帰ってこられなくなったけど、 Я все поняла. Папа ушел куда-то далеко. Так далеко, что я больше никогда его не вижу. Да? ずっとこれからは Я буду скучать. 寂しく Я буду очень скучать без него. 一番我慢したけど、 Но мне нужно вести себя как взрослый. これ以上 Просто если не станет еще хуже, я уже, наверное, не смогу. ごめんな。 Прости. Я обещал тебе, что мы 約束したのに вернемся все вместе. Почему все уходят? なっちゃうの？ Блин, у нее даже глаза вот двигаются, типа, знаете, ну, точнее, ну, как бы, слезки, ребят. Это я сопил. Нихуя себе. Мои года, мое богатство. Блин, Гудзон, большое спасибо за 3300 рублей, офигеть. Большое спасибо. Блин, надо было сказать, что мне 90 лет, блять. Сука. Большое спасибо, Гудзон. От души. Еще успеешь сказать. Надеюсь, да. Был бы класс. Больше нет короля и принца, а теперь вот и папа. Причем все от меня уходят. マリアが悪い。 Это я виновата. Я ведь очень стараюсь быть послушным. Блин. Это мы виноваты. Не ты одна, мы все. Ты тут ни при чем. それは違う。 そうよ。 Он прав, Мария. Ты тут совершенно ни при чем. よく聞いてくれ。 Послушай меня, ладно? Твой папа сражался с очень плохим дядей. 一緒だったのに。 Мы были с ним, но не смогли его защитить. Прости. お父さん、 Папа однажды такое говорил. Такое говорил. 悪い人が Папа сказал, что нашим королем может стать очень плохой дядя. Это он и был, да? なの。 Не волнуйся. Все как-нибудь наладится. Оба варианта говно. Ну ладно. Давай вот так попробуй. 必ず Все как-нибудь наладится. Я в этом уверен. Ага. 王様 Надеюсь, новый король будет таким же добрым, как ты. Может быть, тогда все будет не так грустно. В моем идеальном мире будет счастлив каждый, кем бы кто ни родился. Так сказал однажды принц. 王の真意が Думаю, теперь я понимаю намерения короля. Может быть, он хотел, чтобы подобных трагедий больше не случалось. もういらない。殺し合いじゃなく Пусть корона перейдет к тому, кто готов действовать как король, а не к тому, кто прольет ради нее больше крови. そうかもしれない。 Возможно, ты прав. しかし、 Но как бы 待っては見て нам этого не хотелось, эту битву не выиграть. Одними とて лишь も平和的に словами. 進むまい。だとしても Пусть так, но やるしかない。 что-то делать надо. Окей. Фури. Я ж тут с ума не сошла, блин, ты чё? Чуть было.
Извините, что ушла без спроса. Ну, ничего, все хорошо. Госпожа Фабиана, я есть хочу. Мария. Прекрасно, давайте поужинаем все вместе. Спасибо, что нашли ее. Ну, а как иначе? А как иначе? Похоже, она сама все поняла. Она сильная девочка. Но наши беды не закончились. Как нам снять проклятие с его высочества? Если проклятие наложил Луи, мы так или иначе должны убить его. Но как это сделать, если защищает его сам король? Да просто давайте мы сами станем королем. Вот почему нельзя и просто, дать план? Я бы очень хотел посоветоваться с принцем, но он все еще спит. А у нас каждая минута на счету. Думаю, возвращаться в деревню не стоит. Нельзя терять веру. Должен быть какой-то другой путь. Ну, мы слышали, что объявил церковь. Думаю, они хотят отпугнуть как можно больше претендентов, желающих составить нам им конкуренцию. Сомневаюсь, что церковь одобрила бы борьбу за симпатии народа, если бы не знал, как в ней победить. Это верно. Хотелось бы знать, какова их цель. Пока думаю, нам всем нужен отдых. Глубокая ночь. Эх. Извини, я тебя разбудил. Ну и лицо. Ебать, ты громко эхаешь. Не могу уснуть. Мысли всякие лезут. Про Грая, Марию, принца. Пытаюсь отмахнуться от них, но не могу. Дай мне выспаться. Давай подумаем вместе. Хочешь меня в этом поддержать? Ты странный, но мне твоя странность нравится. Знакомая книга. Ты ее повсюду таскаешь с собой. Я помню, как ты ее прятал, когда мы ехали в форт. Это было как будто бы 100 лет назад. Хочешь почитать? Да, если ты не против. Раз уж время на это есть. О, как интересно. Тут описана вымышленная страна. Смотри, что сказано про общественный порядок. В этом мире не проливает кровь в погоне за властью. Народ сам выбирает того, кто будет над ним властвовать. Нельзя занять трон, предав мечу правителя. Совершивший убийство будет отвергнут народом. Захват власти и имущества считается одним из самых постыдных преступлений. Твоя книга далека от реальности. Дальше и быть не может. У нас убийца короля вот-вот зайдет на престол. В той стране решили бороться за любовь народа, и им это помогло прекратить кровопролитие. А у нас привело к хаосу. Любопытно. Возможно, я надумаю, но в книге описывается то же, чего король пытался добиться своей магией. Не из нее ли он черпал вдохновение? Нет, мне сложно представить себе все это в нашем мире. У каждой расы свой взгляд на вещи. Поэтому конфликтов не избежать. И вообще, всегда ли выбор народа верный? Межрасовые распри начинаются не только по вине властей. Взять пример нас, климаров. Мы привыкли считать свою точку зрения единственно верной. Нас большинство из нашей расы вышел королевский род. Из-за этого мы часто смотрим на других свысока. Да вообще. Боюсь, на этот вопрос так просто не ответить. Знать бы, какой мир был бы для меня идеален. Знаешь, наша беседа помогла мне немного привести мысли в порядок. Спасибо. Я думал только об убийстве Луи, но, пожалуй, стоит выяснить, нет ли другого способа снять проклятие. Думаю, теперь я наконец смогу уснуть. Попытаюсь, по крайней мере. Эй, я с тобой говорю! Блять! Я уснул, что ли?
Время летит незаметно. И вот уже наступает эпоха нового короля. Окей, походу сейчас мы никак не загнаны в рамки каких-то срочных заданий. Дамы и господа, такого вы еще ни в жизни не видели. Вот-вот начнется главное шоу страны. Дабы избрать нового правителя, страна подарит своим жителям невероятную возможность. Покажите свои силы всему королевству. Присоединяйтесь к состязанию за трон. Наши претенденты отправятся в большое турне по 3 союзным столицам, где их будут ждать волнительные испытания. Первая серьезная задача станет демонстрацией смелости. Надо одолеть чудовище и в срок принести его в голову в столицу Океании. Выиграет тот, чья добыча будет самой большой. Ну, ёпта, нихера себе. Нихера себе. То есть, мне ранг смелости надо прям нормально поднять. О, еще какого-то монстра завалить. Участвовать в состязании может каждый. Что вам ближе? Следить за развитием событий или же сражаться за победу? Капец, он суету наводит, конечно. Строл, зачем ты разбудил нас так рано? Что это за тетрадь? Дневник Грая. Я подумал, что он мог делать какие-то записи. Попросил Фабьена осмотреть его комнату. Похоже, он тоже изучал проклятие. Вот пометка. Заклинания такой сложности обычно засчитывают. Они произносят по памяти. Значит, у Луи может храниться рукопись, которая содержит слова проклятия, если мы ее найдем? Именно. Мы не можем убить Луи, но у нас есть шанс спасти принца. Вот только с момента нападения прошло много лет. Пергамент за это время мог рассыпаться в пыли. Надо хвататься за эту возможность. Других все равно нет. Вот только рукопись он, наверное, очень хорошо спрятал. Вы мне кое о чем напомнили. Вот такие листовки раздает церковный глашатый. Состязание за трон? То есть деньги на это глупое соревнование пойдут из казны? Как мило придумали наши политики. Даже заботливо дописали, что действует в интересах справедливости. И почему состязание проводит королевство? Трон пуст. Наверняка все это придумал теократическая монархия. Вероятно, даже сам Фордо. Думаешь, Фордо не хватает сторонников? Он так крепко держится в лидерах. Если он выиграет в справедливом состязании, то по праву займет трон. И Луи не сможет ему помешать. Получается, главные претенденты на корону хотят укрепить свое положение. Его высочество может не получить ее, даже если очнется. Нужно срочно придумать, как добраться Луи, как же это сделать. Блин, какие они утырки. Блин, давайте сами участвовать в этом. Нужно придумать план и начинать действовать. Я Эльт, потому чужой в городе. Пожалуй, из этого можно извлечь преимущество. Ну, будем участвовать в состязании за трон, да. Давайте примем участие в состязании за трон. Ты что, вообще нас не слушал? И принц сейчас не в том состоянии, чтобы участвовать в... Послушайте, звучит, конечно, безумно, но вот это отличная мысль. Может, так мы и подберемся к Луи. Если от тебя есть польза, твоя раса не имеет для него значения. Так говорил Зорба. Ты Эль, ты сражаешься с людьми на равных. Этого может оказаться достаточно, чтобы добиться расположения Луи. Хочешь, чтобы Чхваси вступил в состязание за трон? Так мы точно привлечем внимание Луи. И если повезет, он даже возьмет нас к себе на службу. Значит, вы предлагаете работать под прикрытием? Это рискованная затея, но, возможно, только так мы сможем добиться своего. Погодите, получить расположение Луи — это прекрасно, но не забывайте, кому ради этого придется рискнуть своей жизнью. Идея очень опасна, если мне раскроют мне конец. Ну что думаешь, Вася? Готов ли ты участвовать в состязании? Все ради Марии. Какая тупая хуйня, это судьба. Конечно. Какая уверенность.
Я вспомнил, что говорил мне принц, когда я был совсем ребенком. В моем идеальном мире будет счастлив каждый, кем бы кто ни родился. Все жители нашей страны заслуживают счастья. И чтобы воплотить идею эту, я готов участвовать в состязании за трон от имени принца. Надо же, раньше проводником была я, а теперь путь выбираешь ты. По твоей решимости я вижу, что ты достоин вести нас вперед. Я готова вновь доверить тебе свою жизнь. Сутулый, блядь. Сидит, блядь. Не играется, достался мне. Окей. Сила небесная, вам чё, жить скучно? Слушай, я не хочу, чтобы ты шел по его стопам, но ты твердо решил следовать этому плану? Да. Меня ждет задание. Домашнее задание. Где-то я это слышал. Будем надеяться, что ты выиграешь эту гонку. Мне хотелось бы как-то помочь, но, увы, я могу предложить тебе лишь кровь и еду. А что за гонка? Про большое соревнование, в котором вся страна будет выбирать нового короля. Ты попробуешь стать королем? Ничего себе. Тогда я буду очень громко за тебя болеть. А вот и твоя первая верноподданная. Ну, Васян, теперь тебе и правда придется бороться за трон. Так я и собирался. Вот это боевой настрой. Чтоб Луи обратила на тебя внимание, надо сколохнуть народ. Когда вступишь в состязание, о тебе наверняка заговорят. Значит, вы уже не вернетесь? Мы вернемся. Может, не скоро, но вернемся. Без вас будет одиноко. Мария, ты че? Но ты знаешь, что я за тебя болею. Надеюсь, ты выиграешь гонку. Ты будешь хорошим королем. Спасибо за поддержку. Ага. Наш первый фолловер. Надо поскорее записаться на состязание. Вот только понять бы еще, как добраться до места за городскими стенами пустоши. Без дорог и законов. Нам отвели совсем мало времени. Пешком мы до столицы Кенни добираться не успеем. А у всех этих богатеев наверняка собственные бегуны есть. Мы вполне обойдемся и повозкой, только надо найти ее. Думаю, стоит разлиться. Вы двое отправляйтесь в вербовочный пункт. Сообщите властям об участии в соревновании. Кажется, мы на месте. С вашего позволения, мы хотим принять участие в состязании за трон. А не слишком ли ты молод? А это что за пацан? Он с тобой? Здесь я задаю вопрос. Я вот честь. Участвовать буду я. Ты? Серьезно? Об ограничении по возрасту ничего сказано не было. Ну что ж, так сразу не скажешь, но ты же эльф, верно? И ты хочешь быть королем? Народ это будет новинку, может, тебя и поддержат. Давайте мы все будем заниматься своей работой. Он может участвовать или нет. Эльф, погодите-ка. Тебя же отправили к Северной крепости вместе с другими добровольцами. Я думал, их всех поубивали. Что? У нас тут появился дезертир? Что, вы крепость его не взяли? Что вы, в крепость его не взяли. Он попал в капитану под горячей рукой и был составлен в столицу в качестве дисциплинарного взыскания. Тебя я тоже где-то видел. Впрочем, капитан уже у нас ничего о вас не расскажет. Ладно, ты будешь представлять... Ты будешь представлять низшие расы, чтобы никто не жаловался. Обошлось. И, разумеется, тебе понадобится повозка, иначе можешь забыть о своих планах. Вы обязаны посетить церемонию открытия, которая состоится завтра. Ее проведут у площади собора. Не опаздывайте. Остается надеяться, что Хюркенберг достанет повозку. А нам нужно найти чудовище какое-нибудь повнушительнее, иначе Луи в твою сторону даже не повернется. Вон там висят объявления, заказы на монстров, с которыми не может справиться стража. Давайте посмотрим.
Похоже, не мы одни такие умные. Какое же чудовище мне победить, чтобы прославиться? Наверное, надо выбирать по размеру. Подождите-ка, тут осталась только всякая мелочь. Вы хотите поучаствовать в турнире, да? Быстрее надо было быть. Все достойные заказы на чудовище уже разобрали другие претенденты. А нужно обязательно убить чудовище? Или может вместо этого какого-нибудь преступника поймать? Да, есть у меня и такое. Ну-ка посмотрим. Злостный похититель по имени Эсмер. Вот жуткий, похоже. Армия уже давно пытается его изловить. Да, этот нам подходит. Неотесанный юноша. Я бы на вашем месте не торопился. Вы хоть знаете, кто это? Это не обычный преступник, это бывший рыцарь. С мелким оборванцем он разберется в 2 счета. Кроме того, разве вы не слышали условия? Ой, точно. Победит тот, кто принесет голову самого большого чудовища. Если вы даже не поняли, победить у вас нет шансов. В стране нужен король, а не заигравшийся ребенок. Навонял и ушел, блин. Вот болван надутый. Это с таким соперником нам придется иметь дело? По правилам, он дело говорит. Неужели ты о них забыл? Не переживай, я знаю, что делаю. Нам нужна голова монстра. Зачем нам преступник? Птичка Вася, ты понимаешь, в чем суть его идеи? Может быть, у него большая голова. Остановить беззаконие. У нас есть дело поважнее. Не переживайте, я потом все объясню. Главное объяснение это Хюлькенберг. Приветствую, вы правда хотите начать на охоту на Эсмера? Сами небеса привели вас ко мне сегодня. Послушайте меня. Интересный человек. Я вот не представился, меня зовут Бардон. Я капитан стражи из южного города Мартиры. Это я объявил награду за поимку Эсмера. Капитан стражи? Какими могущественными врагами он обзавелся? Эсмера нужно остановить. На его счету много преступлений, а недавно он начал похищать детей. Ебать. Говорят, он продает их в рабство. Гордон. Горожане спешно уезжают из Мартиры. Все боятся оставаться в городе, даже где каждую ночь кто-то пропадает. Охуеть, каждую ночь. Но он же не промышляет в одиночку. Неужели вся городская стража бессильна против него одного? В этом-то и проблема. Он прячется где-то в обиталище свирепых гигантских червей, с которыми наши солдаты не справятся. Я одного не понимаю, как черви его самого-то до сих пор не сожрали. Что ж, ясно. Задачка и вправду не из легких. Поэтому мне пришлось поступиться гордостью и попросить помощи. Ни одного желающего еще не нашлось. Хотя я не раз увеличивал вознаграждение. Не стыдно даже думать о том, что стража не может выполнить свой долг перед городом. Смейтесь надо мной, если хотите. Прикольно было бы, если тут был бы вариант. Мы хотим помочь. Ты просишь о помощи ради защиты сограждан. Тут нечего стыдиться. И не переживай, теперь за дело возьмемся мы. Благодарю вас. Мы приняли столь опасный вызов. Да еще и во время состязаний за трон. Воистину, спасибо вам всем. И спасибо Господу, что свел нас. Что ж, до встречи в Мартире, в старой крепости. Прошу вас, поспешите. Окей. Ну вот, все решено. Не знаю, справимся ли мы. Я считаю, чтобы чего-то добиться в этом этапе, надо проявить изобретательность. К тому же, этот похититель детей бывший рыцарь. Его необходимо остановить. Как бы на нашем месте поступил его высочество? Ну, наверное, ты прав. Я постараюсь убедить Хюлькенберг, а вы возьмите задание. Так, шушукаются. Регистрация в этом вербовочном пункте открыта только для жителей Гранд-Рада. Чтобы участвовать в церемонии открытия, нужно объявить себя жителем города. Претенденты от Океании и Монтарио регистрируются в своих столицах. Что ж, звучит справедливо. Эй, хватит подслушивать, Эльт.
Здесь так много объявлений розыски. Объявлений почти не осталось, только за этого Эсмера дает стоящую награду. Я не знаю, за что тут надеяться Строул, но можно и взять поручение на поимку Эсмера. Взрывотехник Годдард. Чтобы нами правил какой-то бестолковый юнец, у которого молока на губах не обсохло? Чё за чушь? Королям должен быть уважаемый мужчина преклонных лет с богатым жизненным опытом, а не заносчивый сопляк вроде тебя или Луи. Но дело твое. Борись сколько хочешь, надолго тебя все равно не хватит. Я с радостью произнесу речь над твоей могилой. Кажется, он тоже претендент. Что ж можно придумать с бегуном отца? Нужно что-то такое, что точно всем запомнится на демонстрации смелости. Если хочу стать королем, требуется что-то яркое. Блин. О, старик. Жадный аристократ. Проклятье, опоздал. Все самые хорошие контракты уже разобрали. Впрочем, всегда можно поохотиться на монстров. Принесу голову какого-нибудь кошмарного чудовища, мой род наконец прославится на весь мир. По сути, как же вы собираетесь для такой грозного чудовища? Нервный слуга. Ладно. А можно мы возьмем контракт на Эсмера? На Эсмера? А вы уверены, что вам это по плечу? Не хотелось бы, чтобы ваша смерть была на моей совести. Да разумеется. Ох уж это юношеская непосредственность. Отправляйтесь в Мортиру. Там вы найдете больше сведений. 100к? Ебать! О-о-о. Так, мне поручено найти и схватить Эсмера, виновного в череде похищений Мортири. За его голову назначена награда. Но он все еще на свободе, и никто до сих пор не знает, кто он такой. Ну, контракт у нас. Можем возвращаться в гостиницу. Капец, просто один день улетает, и следующий улетает. А у нас еще же заказ один висит. Надо пойти в какую-то пещеру, то ли что. Там, короче, какая-то тоже жесткая хуйня творится. Там монстр есть какой-то. Я полагаю, проблем не возникло. Никаких. И нам удалось найти превосходную цель. Прекрасно. Стролла. Ну, я ее убедил, волноваться не о чем. Беспокойся, карту местности я подготовлю. Но это детали. Ты лучше скажи, нашла ли ты нам повозку, достойную будущего короля? Ну, можно выразиться и так. Как бы это сказать, я нашла транспорт, равно которому нет. Его должны доставить нам перед церемонией открытия соревнований. Похоже, ты не слишком в этом уверена. Да нет, я уверена. Просто пытаюсь сказать, что... Короче, сами увидите. Учитывая обстоятельства, мне строить любой вариант. Тем более ты справился за один день. Здорово, что на нашей стороне рыцарь. Не называй меня так. Я больше не состою в ордене. С другой стороны, я оставил службу, но не титул. Скоро нам понадобится расположение Луи, и все усилия, могут оказаться напрасными, если раскроется, что я служу королевскому дому в качестве рыцаря. А, ну, окей. Ты так просто ушла? Это ведь для тебя дело не шуточное. Это не было внезапным решением. Я давно сомневался в ордене. С тех пор, как я обнаружил, что он служит Санктифику, а не королю. Тех, кто противился власти церковников, изгнали. Надеюсь, этим падшим рыцарям удалось найти себе достойное занятие. Похоже, тебе не сладко пришлось. Что ж, как бы то ни было, теперь мы можем сосредоточиться на задании. Сегодня нужно как следует выспаться. Я заебался спать, блядь. Воевать хочу, нахуй. Давай никуда уж не пойдем сегодня. И как следует отдохнем. Сведения. Ну что ж, мы обо всем позаботились. Осталось только устранить одно досаднейшее недоразумение. Впрочем, не важно, просто прости, что побеспокоила, но все же, чтобы не случилось, будь готов ко всему.
Решено, отправляюсь в Брилхавен. Сидеть в гостинице скука смертная. Я лучше посмотрю на демонстрацию смелости. До встречи, Эльд. Может, и ты как-нибудь решишься посмотреть мир. Я попросил Фабиану карту Мортира. Она дала мне ту, которую раньше пользовался Грай. Здесь показаны все основные дороги. Конечно, карту можно было купить в любой лавке, но военные карты обычно точнее. Фабиана делает для нас все. Ради нее мы должны исполнить то, что задумали. Ну. И... Уже завтра вы отправляетесь в путь. Мария будет очень скучать, так что ты уж заглядывай к нам иногда. Мышки-то. А ты в этой гостинице надолго планируешь остаться? Не, ненадолго. Ясно, пойми меня правильно. Я со всеми рад пообщаться, но все-таки больше с теми, кто завтра не исчезнет. Ты заглядывай время от времени, навещай Марию. Да и Фабиана тоже будет тебе рада. Блять, кто ты такой? Эх, такая жизнь, что займи, но выпей. А в карманах ветер свищет. В других районах только и разговоров, что о Луи, да, о будущем короле. Даже если на трон сядет честный малый, а разве мне станет легче жить? Да где там? Как о делах государства осуждать, так все знатоки о нас, изгоях. Хоть бы кто подумал. Да, что-то у всех прям все мега грустно. Я не видел Марию с тех пор, как вернулся из вербовочного пункта. Что же случилось? Это Хонта Хулькенберг? Ладно, походу только спать можно. Отдохнуть. В таком случае, спокойной ночи. Ай, опять будем болтать ночью. Ай, понятно. Можно войти? Почитать тебе книжку? И сегодня. Вы уже завтра уезжаете. Надеюсь, у вас все получится. О нет, я обещал госпоже Фабиане, что не буду плакать. Я и не скажу. Ты сказал, что папа пытался остановить плохого дядю. И вы все тоже попытаетесь. Я буду ждать сколько нужно. Только возвращайтесь, хорошо? Жди меня. Блять. Обязательно. Жди меня, блять. Хорошо. Когда увидимся в следующий раз, ты скажешь, как там за городом. Забавно. Я все хотел попросить об этом папу, но не успела. Спасибо, пойду спать. Вась, на минутку. Доброй ночи. Я хотел поговорить с тобой, прежде чем мы уйдем. Это ее ночнушка? Я поняла, какую ответственность взвалила на тебя, но ты должен не только привести нас к цели, тебе придется рискнуть ради этого жизни. Я была несправедлива к тебе. Я думал только о спасении его высочества, я все прочее считала маловажным. Ты не заслужил такого отношения. Не беспокойся об этом. Ты добрый юноша. Знакомая книга. Мы ведь уже встречались с тобой по пути в столицу, помнишь? Да? Прошу прощения, я лишь хотел сбежать любым способом. В книге описывается идеальный мир, верно? В наше время редко встретишь романы в жанре утопии. Я думал, их давно запретили.
Не волнуйся, я не собираюсь ее от тебя отбирать. Иногда я гадаю, почему такие книги оказались под запретом. Говорят, их содержание не одобряла церковь. А, понятно. Мне любопытно, почему церковники считали утопии такими опасными для себя? Ты позволишь мне почитать немного? Значит, это художественное повествование от первого лица. Кажется, в этой главе написана система выборов правителя. В этом государстве невозможно стать политическим деятелем, а тем более правителем, без согласия народа. Претенденты на управление страной обязаны объявить народу, что именно они намерены сделать на государственной службе. Бля, какая же это... Блин, вот реально... Ну, блин, почему у нас не так? Ну ладно, типа президент, да? Ну, окей. Но там всяких разных чиновников и тому прочее. Они же там между собой голосуют и все. А так, чтобы какого-то чиновника там и так далее, ну, не знаю. Ну, как будто бы, ну, вообще не чувствуется, что как-то это. Вот бы максимальную прозрачность, типа вот этим всяким разным, ну, выборам. Прям, ну, максимальную прозрачность. Так, что вот прям, вот, вообще. Эх. А как это устроить? И нарушившие свои обещания политики лишаются титула и полномочий по воле народа. Таким образом, истинным правителем страны является народ. А у нас все наоборот. Теперь ясно, почему церковь запретила создавать подобные тексты. Если бы в нашем королевстве была такая форма правления, может, его высочество здравствовало бы и поныне. Впрочем, рыцарь не вправе о таком рассуждать. Все это не более чем пустые мечты. Они лишь отвлекают меня от цели. Что ж, иногда можно и помечтать. Может, именно для этого и пробудилась во мне неожиданная сила. Для стремления мечта. Я мечтаю спасти его высочество, пусть даже ценой своей жизни. Вот и все. Железный день. О, аниме. Нифига. Что, какая-то поп-певица? Джуна. Леди Джуна. Местный айдол. Ля, какой наряд. Да, она реально петь собирается. Далекое небо. Ладно, я не буду петь. Караоке. Ну, ей на вид 12 лет или типа того. Не знаю. Но аниме скажет, что ей 1000 лет, да? Глаза странные, конечно. Линзы.
Реверанс, блядь. Напомнил этот поклон Геральта. Даже я ощущаю ажиотаж среди публики. Самое время раздуть пламя. Дамы и господа, приветствую всех на торжественном открытии состязания за трон. Претендентам на корону предстоит добраться до 3 крупнейших городов и пройти суровые испытания. Это ведь церковный глашатый. Какой красавчик. Обсудим предстоящий маршрут. Сперва вам предстоит отправиться на запад Океанию и ее столицу Брилхавен, прекрасной жемчужины побережья. Первое испытание, которое ожидает участников, демонстрация смелости. Каждый из вас, храбрецов, должен предъявить голову убитого чудовища. Затем мы поедем на восток, в столицу Монтарио. Нас ждет окутанный облаками горный град Веры, Альтабери. И, наконец, герои с триумфом вернутся в наш с вами родной столичный город Грантрат и встречайте тех, кто готов рискнуть жизнью за право носить корону. Ближайшая к трону персона, мы все его знаем. Это единственный, неповторимый, 78-й Санктифик, его святейшество Форден. Победу Санктифику Фордену! Блять, этот старый хуй, блять, не будет сражаться по-любому. За него будет все делать. У меня нет честолюбивых амбиций, я не стану произносить страстных речей. Я желаю лишь восстановить порядок в стране и уберечь ее от опасности. Показушник, блядь. Смута, в которую погружено государство, одно из многих испытаний Господних. Мы, сообща, восстановим наше славное королевство. Следующий. Защитник его святейшества, щит его и копье. Поборник теократической монархии. Кто, блядь? Я здесь, чтобы послужить опорой его святейшества, и с радостью уступлю ему трон. Но тех, кто вздумает захватить власть, я научу бояться Господа и меня. Не похоже на честное состязание, уже целых 2 претендента от церкви. Но самое интересное еще впереди. Последователи Луи этого так не оставят. Что за фокусы, глашатый? Где граф Луи? Спокойно, друзья, спокойно. Насколько мне известно, на данный момент граф Луи еще не заявил о своем участии. Он даже не участвует? Что же нам делать? Наша цель была в том, чтобы привлечь его внимание. Я уверен, что он следит за ситуацией. Его позиции не столь прочны, чтобы он мог игнорировать гонку. Скоро мы о нем слышим. Не стоит беспокоиться. Желающих поддержать графа Луи может порадовать наш следующий участник. Амбициозный, светский лев, дерзкий юноша, который ничего не страшится и ни во что не верит. Воин на службе графа Луи, Глодель по прозвищу Черный Пес. Да что ты наглец? Значит, он приспешник Луи. Покойный король был сантьянином, но господин Луи превзошел его во всем. Глядите в небеса сколько угодно, никакой бог вас не спасет. Нашей стране нужна твердая рука. Что ж, собрались пока не все, но давайте продолжим знакомство с претендентами. Богатый купец и борец за право граждан Роджер Рок. Война завоеванная право силы. Это Рудольф Крауза. Главные бегуны, а не трон. Так считает Лина Кайден. Животные. Всем бесплатную выпивку до конца жизни обещает Лавлес О'Шей. Типиков. Бороться с ужасом во имя как прекрасно. Мило, блядь. Если проиграем в стране, совсем худо придется. Да, вообще жопа будет. И, наконец, последний участник.
Где же там наш Эльд? Ну же, покажи себя. Все такие, да? Что? Эльд? Что этот Эльд себе позволяет? Единственное, что он, чем он выделяется, это его раса. Такой фарс. Пиздец, ебать меня хейтят нахуй. Между прочим, ваш возничий все еще не прибыл. Не появится до полудня. Вас не будет состязаний. Ясно? Эй, в чем дело, ёпта? Ну и где этот болван? Итак, участники, вы готовы? Блять, я должен... А как же... Эй, стой, стой, чтоб тебе... О, бегун? Какой быстрый. Он движется прямо к... Сейчас врежется. Это еще что такое? Прекрасно, произвели неизгладимое впечатление. Ну что скажете, красота, правда? Болван, блин. Ты чуть не снес собор, старый растяп, у тебя на небольшой впечатление светлым, чем и Луи. Ни стыда, ни совести, блядь. А парнишка-то не промо. Похоже, у него все-таки были козыри в рукаве. Ну что ж, теперь все на месте. Уважаемые дамы и господа, вам предстоит объехать всю страну и доказать, что вы достойны короны. За трон, за народ. Игра начинается. Блин, прям крысиные бега. Пора в путь. Давай вперед. Ебанутый транспорт какой-то. Вот эта скорость, надо держаться крепче, это от меня сдует. Потрясающе. Кажется, уровень моей поддержки изменился. Кажется, я ненароком привлек к себе внимание. Многие мною заинтересовались. Буду считать это частью своего задания по спасению принца. Опа. Так, что происходит с бегуном? Он точно не разобьется? Похоже, он направляется по главной улице, и остальные за ним. Да кто ты такой? Это будет водитель. Пробный заезд. Проверьте-ка пункт назначения. Да что здесь вообще творится? Нам нужно в крепость Мартира, но она довольно далеко, на юге. Блин, а я хочу сюда. Мы направляемся в Мартиру, этот город со старинным замком. Ой, бля. То есть я уже туда не пойти не могу? Да, это Мартира. Мартира, значит. Сдается мне, такими темпами дорога займет 4 дня и 3 ночи. 4 дня и 3 ночи? На карете мы бы добирались намного дольше. Полагаю, двигаясь с такой скоростью, мы будем в безопасности. Что ж, отлично. Держитесь крепче. Следующая остановка — древняя крепость Мартира. Невероятно, в бегунах ничего не смыслен, но даже мне понятно, что это не машина, а шедевр. Поверить не могу, что мы будем на ней ездить. Я и сам не могу поверить. 100 лет уже на дороге не был. А этот малыш давно заслужил того, чтобы вывести его в свет. Значит, тут можно и с возничим поговорить. Удобно. Послушай, ты хорошо продумал, прежде чем помогать нам. Как ты понимаешь, нам нечем тебе заплатить. Заплатить? Деньги меня не интересуют. Просто хочется огонька. Разве у тебя самого не разгорается интерес к моему творению?
Оно впечатляет. Летим как ветер. Вот именно. Раньше мне об этом и поболтать не с кем было. Тебе ведь тоже тут нравится? Конечно. Потрясающе. А ты соображаешь, парень. Вижу, голова у тебя светлая. Ну что, друзья мои, куда теперь? Нам все пути открыты. Тебе и прям не узнать, когда ты за штурвалом. Слушай, Хилькенберг, мы все еще ждем объяснений. Его зовут Нейрос. Как видите, по крыльям он Ишкия. Его вид может ввести в заблуждение, но перед нами потомок влиятельной благородной семьи и личный инженер королевской семьи. Что? Да, в инженерном деле ему нет равных. Как видишь, бегуны приводят его некоторую экзальтацию. Мастерская под дворянским кварталом. Нейрос, ты здесь? Я на минуту. Это типа прошлое показывает. Стучит по железяке просто. В городе такая суматоха, ты как всегда весь в работе. Ну, так ведь есть над чем работать? Как обычно. Тогда сразу к делу. Я пришла с вопросом, сможешь ли ты достать мне повозку? Новые заказы не принимаю, времени нет, проси другого мастера. Мне не нужна новая повозка, если я не ошибаюсь, у тебя есть готовая, та, что заказал его высочество перед исчезновением. Формального владельца у нее нет, следовательно, повозка стоит без дела. Могу ли я позаимствовать ее ненадолго? Прошу прощения, девушка, это транспорт только для королевского двора. Я понимаю, что прошу невозможно, но у меня есть на то веская причина. Можно я хотя бы взгляну на эту повозку? Привет, Шинрадан. Здорово. Здорово. Ну, как бы это сказать? Она ведь сделана специально для его высочества. Такую работу не продашь. Где она? Ну, мне сроки поджимают. Ничем не могу помочь. Оставь меня в покое. Что-то ты сегодня особенно странный. Какая муха тебя укусила? Ау. Он тут стоит. Боже, правый. Это что, бегун? Тот самый, что был заказан тебя для его высочества принца? Даже зная, что его высочества больше нет, ты все равно трудился над ним. Какое благородство. Какая верность долгу. Ну, спасибо. Впрочем, как для королевского транспорта средства, то в это время выглядит немного чересчур. Его величество в самом деле хотел такой бегун? У меня плохое предчувствие. Разумеется, поначалу я строил по чертежам, но потом его высочество погиб, а я, просто не смог бросить своего малыша. Чтобы такой шедевр просто пулился в гараже, неприемлемо, немыслимо. Я хочу воплотить свою мечту, и этот малыш мне поможет. А потом... Ах ты наглец! Самонадеянный придворный инженер решил уничтожить наследие его высочества ради своего увеличения. Ты истребовал огромную сумму из казны, чтобы попорочить память принца. Это измена! Да будьте милосердным. Можете лишить меня головы, госпожа, только моего малыша не трогайте. Так, скажи, этот бегун в исправном состоянии? Тогда всем будет лучше, если ты нам поможешь. Заверши все работы до завтрашнего утра и доставь бегун к собору. Чего? Это ж сейчас что началось? Сначала говоришь про благородство, потом переходишь к шантажу? Это не шантаж. Мои стремления связаны лишь с его высочеством. С его высочеством, значит? Погоди-ка, так ты его ищешь? По слухам, ты обошла уже все королевство. А теперь вот вернулась. Хочешь забрать транспорт его высочества? Значит, принц жив. Я угадал? Когда Санкьяне преследовали меня как еретика, его высочество дал мне приют. Пришло время вернуть долг. Понял? Окей. Окей.
Ему можно верить? Старик точно справится с секретной операцией. Твои сомнения непонятны, но в его пользу говорят то, что он чувствует себя в неоплатном долгу перед королевской семьей. Откуда такое недоверие? Не хочу хвастаться, но этот старик построил, вероятно, самый быстрый-быстроходный бегун в королевстве. А может и во всем мире. Наверное, возможно. Очень надеживает. Я просто хочу выжить. Все из этого бегуна. Показать его всему миру. И мне кажется, вам лучше меня в этом поддержать. Пешком ходить утомительно, да? Ты чё душнишь, блядь? На таксиста наезжаешь. Радуйся тому, что он возит нас, блядь, бесплатно, нахуй. Думаю, ему можно доверять. Если и погибнем, то все вместе. Как скажешь. Если что, разберемся позже. В любом случае, он теперь знает, что принц жив, поэтому отпустить его на все 4 стороны тоже нельзя. Мы теперь в одной лодке. Вернее, в бегуне. Вы будете сражаться, а я вас возить, перемонтировать этого красавца. Главное, составьте хоть какой-нибудь план. Можно было сказать это и повежливо, но он прав. Нам нужен план. Сначала нам нужно победить чудовище. Нужно забрать его голову, как доказательство, и успеть доставить ее к сроку. Чем больше будет голова, тем лучше. Наш пункт назначения Брюлхавен, столица западного княжества, Океания. Пешком идти пришлось бы долго, но бегун доставит нас туда за счет. Затем надо найти преступника. Наша цель — злодей, похищающий детей и продающих их в рабство, так? Злодей? Разве речь была не о голове чудовища? Не волнуйся, это часть плана. Нам не обязательно выигрывать. Нужно просто привлечь внимание Луи. Все принесут голову чудовища, а мы удивим народ пойманным похитителем, да еще и бывшим рыцарем. Покажем всем, что мы за правосудие. Если мы нарушим правила, нас могут просто дисквалифицировать. Впрочем, это привлечет внимание народа, а значит, нас заметит и Луи. Замысел понятен. Что ты думаешь об этом плане, Чклось? Звучит безупречно. Мне тоже так кажется. Наша цель — Эсмер, бывший рыцарь. Я пойму, если ты откажешься, Хилькенберг, по личным причинам. Не откажусь. Я должна смыть позор, которым он покрыл звание рыцаря. И все же странно, что мы охотимся на простого смертного, когда в правилах говорилось о чудовище. С другой стороны, наша истинная цель важнее воззрений каждого из нас. От твоего плана зависит наша судьба, Строл. Спасибо, надеюсь оправдать ваше доверие. Отлично, маршрут задан. Можете пользоваться всем, что найдете. Здесь даже ванна есть, если вам надо освежиться. Это хорошо, нужно будет здесь осмотреться. Главное добраться до места полными сил. Сам-то я механик, и не более того. Все мои сражения проходят в мастерской, но я доставлю вас куда нужно. Наши с вами цели совпадают. Пересечь дикие земли — это не на пикник сходить. Уж поверьте мне. Тут полно кровожадных тварей и безжалостных бандитов. И нам еще не один день ехать. Так что если потребуется что-то, помимо твердой руки на штурвале, дай знать, я буду в кабине или в моторном отсеке. Он, конечно, чудной, но вроде добрый. Думаю, мы к нему привыкнем. Сука, это просто визуальная новелла. Но, типа, блин. Но прикольно. Я впервые оказался внутри бегуна. Так интересно посмотреть на его машинное отделение. Так, посмотреть круглый стол. О, это ванная? То есть можно прямо по пути ванну принять? Ничего себе, чур я первый купаюсь. Просто ты собираешься раздеться прямо перед нами? Это возмутительно. Но это же ванная. А, я забыл сказать, воды пока нет. Работу над этим.
Вот что возмутительно. Кладовая. Сахар, оргу, душистая соль. Интересно, кто это сюда принес? Если это не чай, я могу что-нибудь приготовить. Машинное отделение. В смысле? Я могу прямо реально готовить? Продуктовый шкаф. Здесь лежат продукты, которые долго хранятся. По мне, так лучше приготовить из них что-нибудь вкусное, чем есть просто так. Мойка. Посуду всегда можно тщательно помыть, но воды у нас мало, так что приходится экономить. Стол для котов. Это кухня, здесь можно что-нибудь приготовить. Ха! Прикольно. Они будут спать в капсулах, типа. Кровать такие маленькие. Книжный шкаф. Личная библиотека Нейроса. Все его книги пестрят сложными для меня техническими терминами. Угу. Задняя палуба. Вау. Накрытая тканью бочка. Большая бочка накрыта тканью. Для чего она? Привет только. Хера мы передвигаемся. Ебейший борщ, гробную в кастрюлю. Прикольно. Ну, блин, это... Ну, капец, это круто выглядит, не знаю, мне это прям что-то вообще. А почему мы не по прямой идем? Двигаемся как-то странно, бля. Какие-то летающие челики.
А где список пройденных игр? Блин. А он у меня, кстати, был, но подозреваю, что... Ща... А, блин, убрал его, получается. Ой, блин, убрал. Так, я не понял, почему это тут стоит вообще. Блин, я вдруг понял, что у меня Мотор наебал, получается, а я еще. А он был, Даже я думал, что он есть. Совсем забыл, что я удалил его. Ну, надо будет этот список обновить, скорее всего. Да. Завтра займусь этим. Пока буду слушать подкаст какой-нибудь. Да, обновить надо бы. Там много игр. Очень много игр. Пройденных. Никогда не обманывал. Ну да. Да. А стиральная машина сделал Нейрос. Кажется, внутри сейчас пусто. О, сердце. Интересно, на чем эта штука работает? Что, впервые на бегуне? Я так испугался. Здесь тоже такая труба. Это бегафон. Называется... Не знаете, что ли? В каждой комнате такой есть. Если интересуешься, как устроены бегуны, я с удовольствием расскажу. В качестве топлива для них используются кристаллы маглы. Раньше путешествовать по диким просторам приходилось с риском для жизни, но теперь, благодаря величайшим умам, в королевстве у нас есть бегуны. Ноги бегуна сконструированы по подобию ног огромного чудовища, поэтому не теряет скорость даже на пересеченной местности. Кроме того, я внес парочку улучшений, чтобы ускорить своего малыша. Моя мечта стала на шаг ближе. Какая мечта? Долго рассказывать. Тут нужны слушатели, у которых нет выбора и планов на следующие несколько дней. Ну тогда ладно, может в другой раз. Ну, бегун мой еще в разработке, но обещаю, скоро я обучу его новым фокусам. Ждите на днях, все покажу. Скоро закат, так что начинайте готовиться ко сну. Когда стемнеет, придется становиться... Тем более, что бегуну нужен отдых не меньше, чем нам. На борту бегуна у вас есть доступ к различным отсекам, где можете совершенствовать свои навыки, получать некоторые предметы, выполнять другие полезные действия, доступные в городе. Можете проводить время на кухне, читать книжного шкафа, стирать одежду в стиральной машине. Со временем это будет доступно больше занятий. Если вы будете общаться с союзниками в пути, ваши королевские качества могут улучшиться. Вы сами больно решать, чем заняться на борту бегуна. Большой проводник. По сравнению с проводниками магии, что выдают солдатам, этот просто огромный. Если мне не изменяет память, топливом для него служит кристалл магу. Окей. Такого проводника магии я еще не видел. Я чувствую присутствие Мора. Че, побазарим со студентом? Итак, твое путешествие началось. Надеюсь, тебя ждут неизведанные земли и судьбоносные встречи. Архетипы, связанные с сердцами их носителей, и те, кого ты встретишь на пути, повлияют на твою силу. Не терпится узнать, как именно твои странствия помогут моим исследованиям.
ничего особенного. Что-то мне кажется, что этот Нейрос стрелок. У него пистолеты есть по-любому. Устройство для уборки. Это странный прибор, на самом деле чистящий проводник магии. Нейрос работал его так, чтобы он засасывал пыль. Пылесос. Здорово, правда, управлять с ним легко, зато мышцы и ноги спины станут крепче. О, повысит максимальное здоровье, ничего себе. Лол. Прикол. От самодельной стиральной машины приводит в порядок. Стирка поможет мне очистить разум и мой максимальный запас. Ну, это забавно, забавно. Нелли сказал, что кухней можно пользоваться, если ты проголодался, давай что-нибудь приготовим. Мои познавания в кулинарии довольно скудные, а вот Строл говорил, что хочет что-то приготовить по рецептам из тихой пчелки. Ну, так, давайте-ка я сначала поговорю с этим чуваком. Смотровая башня. Да не, нормально. Нифига себе, прикольно. О, монстр какой-то. Да музыка вообще нормальная, не раздражающая. Как что-то повысить коррекцию. Массивная дверь. Должна быть, дверь ведет к выходу из бегуна. Она заперта на всякий случай. Кабина должна быть наверху. Полный вперед. Думаю, мне пока не стоит туда входить. Что-то я перебрал. Перебрал. Ты что, бухаешь? Ты как? Урод терпимо, качает гораздо сильнее, чем я ожидал, но я привыкну. Мне просто нужно время. Ну да, приготовим. За словом, для готовки на борту бегуна можно состряпать еду для себя и друзей. Приготовленная вами еда дает различные полезные эффекты. Чтобы приготовить блюдо, вам потребуются ингредиенты. Им можно купить, получить в бою или просто найти. Экспериментируйте при каждой возможности, когда освоите все варианты блюд, у вас появится возможность приготовить величайший кулинарный шедевр. Нихуя. Нихуя. Готовить, ну бля. Ну ладно, да, и готовить. Строл очень хотел приготовить это блюдо. Подожди, я позову его. При разделке мало кто учитывает, откуда конкретно взято мясо, но на самом деле это важно. У разных частей туши свой вкус и своя текстура. Так. Если держать это в уме, процесс готовки мяса получится нежным и вкусным. Этого мы и добиваемся, верно? Мастер-класс по готовке, да. Погнали. Ну-ка скажи, откуда эта вырезка? Хотя ладно, тут я сам разберусь. Мы со Стролом приступили к готовке. Бля, мы шашлындосы готовим. Меня учили, что за мясом надо следить, чтобы оно не пережарилось. Хотя здесь все зависит от личных предпочтений. Конечно. Еще немножечко. Все, пора, доставай скорее. Что нужно
Очень даже не дурно. Гляди, сколько сока. Это значит, что жаркое мы приготовили на ура. Добавим кое-что для аромата, и можно подавать. Но только совсем чуть-чуть, иначе пряности перебьет вкус мяса. Вот это да, у нас со Стром получилось блюдо великолепным, ёпта. Крольчатина антидот, аромат изумительный, правда? А на вкус будет еще лучше. Пиздец, я бездарно проебал день. Когда палящее солнце садится, так, в бегуне, однако нашим героям ничто не угрожает, и они получают возможность насладиться этой короткой передышкой. Пустынный лагерь. За пределами города дикие земли, там рыскают свирепые чудовища. По ночам туда лучше не соваться, даже на бегуне. Встаньте в привал, в безопасном месте переночуйте, а утром отправляйтесь дальше. На привале вы по-прежнему можете свободно перемещаться по бегуну, общаться с союзниками, но не пренебрегайте этим. Мы впервые ночуем на борту бегуна. Так, интересно, ночь долгая, может пойдем с кем-нибудь пообщаемся? Ну чё скажешь, поездка выдалась, приятнее некуда, правда? Ты наверняка даже проследился от восторга. Так и есть. Этот бегун просто невероятен. И, конечно, не последнюю роль в этом сыграли мои улучшения. И все благодаря небольшому механизму, который я смастерил его с помощью бегун. Не вязнет в песке. Нам бы, конечно, не пришлось в таком беспокоиться, умей он летать. Но это уже другая история. А сейчас, думаю, тебе лучше пойти отдохнуть. Здравствуй. Тут тоже думаешь, чем заняться? Я заточил оружие, теперь ума не приложу. Чем бы еще заняться? Может, побеседуем? Если у тебя есть время. Воображение. Так, у меня наверняка возрастет воображение, если мы со Стролом вспомним прошлое и вместе построим планы на будущее. Ну, давай, погнали. Итак, наш путь лежит в Мортиру. Будто только вчера прибыли в столицу, а уже столько всего произошло. Я встретил тебя, мы отправились в крепость на севере, пробудили таинственную силу. Раньше я думал, что подобная магия это всего лишь старинная легенда. Кстати говоря, возможно, короли-герои прошлого обладали такой же силой, однако почему тогда столь многих из них постиг печальный конец? Сила — это еще не все. Ты прав, короли должны править народом, поддерживать мир в своей стране. В таких делах одной воинской доблести недостаточно. Да и, пожалуй, важно не то, какой мощью ты обладаешь, а как ты ее используешь. У тебя есть сильные союзники, которые тоже открыли в себе необычные способности. Если мы продолжим осваивать свои архетипы, у нас появится хотя бы крохотный шанс превзойти королей героев прошлого. И тут я задумался, сколько еще архетипов мы не раскрыли. Воображение во мне крепнет. Я чувствовал это, пока мы со Стролом обсуждали грядущие испытания. Ёшкин кот. Окей. Ложиться спать пока рано. Давай еще побеседуем. Время летит незаметно. О, выходной. Выходной день. Раннее утро. Доброго вам утречка, мои дорогие пассажиры. Надеюсь, спальный отсек превзошел все ваши ожидания. На моей койке спалось вполне сносно. Хоть и тесновато, но я вот что хотел спросить. Не пострадают ли механизмы нашего бегуна от песка в пустыне? Мальчик мой, не забывай, кто присматривает за этим красавцем. Да, у меня ни одна песчинка не проскочит.
тому же завтра мы покинем эти бесплодные дюны. Бегун отличная штука. В повозке мы не пресекли бы пустыню так быстро. Ты только рули поосторожнее, ладно, Нерес? Мы прибудем в Мортиру уже через 2 дня. Так. Похоже, это рассказ о путешествии мальчика по вымышленной стране под названием Новый мир. Эту книгу я еще не читал. Воображение. В пизду. Искусство убеждения. Красноречие. Хотя погоди. Так, давай посмотрим. Королевские качества. Красноречие в говне. Его как будто прям надо прокачивать жестко. Блин, и храбрость надо поднимать. Бессодержательность. Так. Мудрость и храбрость. Строл повысит нам храбрость. Хюлькенберг мудрость. Но можно также попробовать поднять воображение плюс красноречие. В голове играет. Блин, давайте красноречие поднимем. Это книга о том, как заставить окружающих делать все по-твоему. В этой части описываются самые азы. Когда дело касается переговоров, первое впечатление невероятно важно. Но да, тут не поспоришь. Усыпите бдительность собеседника скромной непринужденной улыбкой. И не скупитесь на лесть. Она поможет вам отыскать его слабые места. А зачем искать слабые места? Чтобы получить преимущество. Ну, как-то это не очень честно, хотя метод, наверное, действенный, если нужно заставить кого-то поступить по-твоему. Похоже, развивая искусство убеждений, да и сам становлюсь лучше. Красноречие во мне крепнет. Ну, неплохо. До середины дошло. Я еще в первый запуск написал, почему тут музыка это просто постоянно. На эту игру есть Rule 34, я доволен. Да, есть. В книге еще немало страниц. В следующий раз продолжу с этого места. Ребята, пора передохнуть. Впереди что-то есть. Предлагаю здесь остановиться.
Впереди виднеется древо провидения. Благодаря яркому цвету она выделяется на фоне пустыни. Словно околдованный потоками магла, окружающее дерево бегун, наших героев приближается к его гигантским корням. Вот мы и на месте. Давайте высадимся, подойдем поближе. Древо провидения. Как красиво. Как будто не только листья, а все вокруг окрашено красным. В детстве у меня была книжка с картинками. В ней рассказывалось о высоком дереве, которое меняет цвет в преддверии перемен. Оно предупреждает о необычных происшествиях. Каким же образом дерево растет посреди пустыни? И как оно выросло таким большим? Не уверена, что это имеет значение, но здесь огромное количество магла. Не исключено, что здесь обитает магическое существо, которое питается маглой. Это нужно зафиксировать для дальнейших исследований. Нейрос вынул из кармана листок бумаги и кисть и начал зарисовывать окружающий нас пейзаж. Послушай, Нейрос, как ты научился так хорошо рисовать? Великолепно, рисунок готов. Можешь забрать себе на память. Ты даешь его мне? Ты что, вот так мне его даришь? Разумеется. Я уже запомнил все до мелочей. Рисунок мне больше не потребуется. Древо провидения. Нейрос запечатлял увиденное во всех подробностях, чтобы даже те, кого с нами не было, могли оценить было величие этого места. Можешь подарить его Марии? Думаю, она будет рада рассказу о наших приключениях. Надо будет подарить рисунок Марии, когда мы в следующий раз окажемся в Гранд-Раде. Надо же, магическим существом может быть дерево? К слову, феи, да, ведь тоже считаются магическими существами. Разумеется, Галика наше сокровище. Я веду за ней наблюдение, потихоньку работаю над своим трактатом о природе полета. Что? Ты сталкеришь? Я запрещаю. К слову, о дереве. Я слышал, что когда оно становится синим, это добрый знак. Интересно, какой аномалия предсказывает этот цвет? Ну, кажется, пиздец. Мы немного отвлеклись от цели ради редкого зрелища, но я ничуть об этом не пожалел. Мудрость во мне растет. Ёшкин кот. На землю опускаются вечерние сумерки, и бегун останавливается в укромном месте, окруженном скалами и огромными валунами. К счастью, внутри бегуна нашим героям ничто не угрожает, и они могут спокойно провести здесь ночь. К счастью, на бегун хищникам не пробраться, так что наших героев ждет спокойная ночь. Окей. Скалистый лагерь. Уже послезавтра мы доберемся до Мортира. Мне не терпится побывать в Мортире. Костер привлекает насекомых. Кажется, это жуки съедобные, но по крайней мере Хюлькенберг так говорит. Попробую поймать одного из них. Углокрыльница. Я поймал одного из жуков, слетевших на свет костра. Когда буду готовить еду, смогу использовать его в качестве ингредиента. Даже ночью в Гранд-Раде слишком светло. Отсюда едва видно горизонт. Когда я любуюсь небом, то сразу вспоминаю дом. Правда, из-за качки в бегуне мне было не до этого. Тебе уже полегче? Да, я немного перекусил. Мне стало легче. Я даже завидую способности Хюлькенберга есть что угодно, когда угодно и где угодно. Я не всегда был так слаб. Всякий раз, когда меня укачивает, на ум приходят дурные воспоминания. Когда я лишился дома, меня перевозили от одних родственников к другим. Каждый раз приходилось подолгу трястись в повозке. Наверное, поэтому я так часто вспоминаю Галю. Знать бы, как сейчас живется моим землякам, которые тогда не погибли. А, это ты. У тебя уж слишком много свободного времени. Я много путешествовал, но убивать время так мне не научилась. Не хочешь ли ты со мной побеседовать? Плюс воображение. Опять? Давай. Go.
сила, которая у нас пробудилась, вызывает массу вопросов. И больше всего меня интересует форма, что мы принимаем. У каждой из них свои особенности, но внешне они все напоминают доспехи. Что ты об этом думаешь? Это круто. Пугает. Ну, это круто, ладно. Единственный нормальный вариант. Я считаю, это так круто. Мне тоже нравится суровый стиль этих доспехов, их прочность, но я сейчас не про эстетику. Я думаю, эти доспехи удерживают бушующую в них силу и помогают ее обуздать. По легендам, обитатели нашего мира лишились магии, потому что жили в страхе перед неизвестным и не развили свои секретные способности. Может, наша сила пробудилась как раз из-за того, что... Из-за этого? Может, она истощает нас, чтобы мы ею не злоупотребляли? Когда моя сила пробудилась, на меня напал волчий голод. Нам нужно следить за запасами еды и своевременно их пополнять. Воображение крепнет. О, привет, Эфрит, здорово. Да, уже довольно поздно. Я знаю, что впереди нас долгий путь, и все же я хочу поболтать с тобой еще немного. Аниме. Наконец-то пустыня осталась позади. Как же я скучала по деревьям. Почему так трясет? Рельеф сменился, дружище. Нужно время, чтобы перенастроить подвеску на твердую землю после мягкого песка. Хорошо быть летающей феей. Бляха-муха. А что это было? Мы во что-то врезались? Конечно нет, блядь. Это нападение. Кто-то выстрелил. Ну, другие мудаки. Как Дэрэ справился? Сколько раз в Хоббиту повторка была? 3 раза, по-моему, 4. Моя звезда еще взойдет. Ебать тут аниме. В мире воцарится сангстианство, блядь. Это они. Помните церемонию открытия? Кажется, один из них Гида, защитник Фордена, а другой Глодель, подручный Луи. Одни из самых известных претендентов. Почему магия короля еще не превратила их в камень за нападение друг на друга? Посмотри, куда они целятся. Они не пытаются никого убить, они хотят перебить ноги вражескому бегуну. Похоже, не пытаются друг друга убить, лишь хотят повредить бегун соперника. Застрять в дикой местности без работающего бегуна, даже если противник выживет, в соревновании им уже не победить. Это что за Джоджо началось? Есть пробитие. Значит, они пытаются остановить друг друга. Глупцы всегда сводят борьбу к демонстрации силы. Смотрите-ка. Кто там у ног бегуна? Это же глашатый. Все ясно. Он выступает свидетелем конфликта популярных претендентов. Похоже, Гладель выступает Гидо в огневой мощи. Весь наш план зависит от того, завоюем ли мы расположение Луи. Возможно, нам стоит помочь Гладелю, как последователи Луи. Так какой план, если мы вмешаемся, Гида победит, или Форден получит преимущество в гонке?
Вообще меня вот этот план, типа, ну, получить расположение Луи вообще нахуй не впилось. Ну, типа, было бы намного целесообразнее просто взять и взять преимущество в гонке. Поэтому я что-то как-то думаю, что может нахуй. Но с другой стороны, блядь, этот хер какой-то, типа, ну, жесткий как будто бы. Да, вот прям переодеваю, прям ручонками этими, блядь. Да нет, ну, блин, во время боя в соборе она одевала доспехи. Вне боя она вот такая. Так, ну... Нахуй, не будем вмешиваться. Вообще похуй. Может, посмотрим, что будет дальше. Думаю, нам всем следует помочь Гладелю. Я бы тоже предпочел этого не делать, но если мы хотим заслужить расположение Луи, нам нужно мыслить стратегически. Согласен, сделаем вид, что мы на стороне Гладеля. Минуточку, у нас тут никому неизвестный претендент на трон. Если Гладель решит от него избавиться, то он начнет стрелять уже не по ногам. Если что-то пойдет не так, мы просто убежим. На то он и бегун. Ты говорил, что по скорости с ним никто не сравнится. Эх, ладно, если мы хотим привлечь себе общее внимание, придется забыть об осторожности. Значит, решено. Сделаем ему одолжение. Снаружи должен быть бегафон. Выбор, ебать. Выбор, да. Кстати, прошел сталкера? Не. Дропнут был. Потому что я ставил патч 1.02, и он, ну, просто... Ну, как ставил один патч? Ну, версию игры такую ставил. И оно просто сломало мне весь мой сталкер. Вот и все. И все, бля. Мы хотим помочь, Гладель, отступай. Вы кто? Почему помогаете слугам Луи? Ну, я, кстати, пак модов вот по сталкеру обновил. Это ты обновил. Скинул. В этот в Телеграм. Можете глянуть.
А ну-ка я оставил, бля. Вот скажи. Уже добил почти. Золотое правило программиста: работать не трогай. Ну, типа да. Эх, ну вот зашли там вчера, сказали что-то там, типа вышел патч, а я такой, ну бля. Ну, наверное, действительно будет норм. Оптимизирует игру, возможно, и так далее. Блять. Нет времени объяснять, прошу прощения. Я помню этот бегун. Ты же тот претендент, который разрушил собор. Тебе этого недостаточно? Хочешь оскорбить церковь еще раз? Ну что ж, во имя Бога, примите свою кару. На палубу зашел Гидо с монахами. Похоже, он знает, что магия нас не защитит. И решил избавиться от нас здесь и сейчас. Как вы смеете вмешиваться в мой бой? Вы ищете славы? Думали возвыситься, бросив мне вызов? Не на того напали. Уж прости, но мир не вращается вокруг тебя одного. Воинство монахов, санкстианству, церкви сотрет с лица земли всех, кто противится Богу. А на ваши подлые уловки не поведусь. Сейчас вы познаете свое бессилие. Пожалуйста. Не забывай, что Гидо защищает королевская магия. Сначала надо избавиться от его союзников, проредив их ряды, мы переломим ход битвы. В атаку, братья. Вселим страх Божий в этих безбожников. Бучика. Ни хрена себе не здоровье. Гидо просто посмеялся, и это потратил ему ход. Ну, классно, пускай смеется дальше. Только выгода от этого. Мы урон не получаем. Кританул. Членистер. Бля. У него стойкость. Ко всем ударам. Видимо, физические удары его не берут. А вы живучие. Конечно, я ничего не потеряю, если отступлю, но на меня смотрит паства. Ради братьев я не должен сдержать силу и силу. Узрите же праведность санкстианства. Ага. Бля, какая же сука. Так, ну... Сразите монахов, не трогая Гидо.
Ай, бля, я забыл. Сука, у него стойкость какая-то. 2 промаха. Ну попробуем. さて悪は正す吹き飛べ落ち着い王者の魂をここに燃えろ抵抗は無駄だ聖教の意向 Да ёбаный рот. Ну... 仲間と共に О, у него слабость ко льду. Так. Притонул. Пиздец. О, нахуй. Блядь, гандон. Так, притонуло. Надо продолжать хилить и хилить. Ну, слава тебе, Господи. Так, вы сокрушили моих последователей. Но сражаясь со мной, вы лишь оттягиваете неизбежное. Я все еще под защитой магии. Но го развязаны руки, а мы его и пальцем тронуть не можем. Ха-ха, подойдите ниц перед священной истиной сангстианства. Итак, вы готовы принять поражение? С чего бы это? Что вы сделали с моим бегуном? Нам терять нечего. Я могу твою колымагу громить, пока она на части не развалится. Я бы преподал вам урок, но не желаю более тратить на вас свое время. Все равно нам не избежать божественной кары. Вам не избежать. Чмо не убежал. Наконец-то он соблаговолил уйти. Ну спускайтесь, бля. Я что-то певица?
И к чему этот был фарс? Вы думаете, я вам теперь чем-то обязан? Я бы из вашего вмешательства справился. Ты не ранен? Конечно нет. Ну что вам от меня нужно? Ну что за тон, Гладаль? Неужели нельзя повежливее? Они же спасли нам жизнь. Говорит милая девушка. Подумай только, в какую неприятную историю мы попали. Ну стойте, стойте. Так, кого я вижу? Певица Джуна, собственно, персоной. Что вы делаете в такой глуши? Неужели отдыхаете с обожателем? Прекратите. Этот невежа всего лишь мой возничий. А теперь прошу меня не беспокоить, иначе мне придется взять с вас плату за интервью. Ну все, само собой. Мне впервые получить отказ от знаменитости. Не впервые, наверное. К тому же, я, кажется, нашел не менее интересный материал для истории. Я впечатлен, солнышко. Ты победил самого гида. Ты не только красавица, но еще и смельчак. От тебя оказалось гораздо больше пользы, чем от моего возницы. Послушайте, сколь бы талантливой и знаменитой певицей вы не были, ведите себя в рамках приличия, пожалуйста. По сути, это что, не индийская девушка, что пела на церемонии открытия? Это ж проклятие, вы не замечаете главного. Вы видите, какая подвеска у этого бегуна? Она из мастерской Кайденов. Я такой везде узнаю это детали высочайшего качества. Вижу. Луи не экономит в союзниках. Во имя Крона, что с вами такое? Это же Джуна, величайшая певица королевства. Непревзойденная дива. Неужели я единственная поклонница? Что, никто больше не хочет пожать ей руку? Что ж, ну, значит, отмени всех вас. Это предстоит сделать мне. Интересно у вас компания. Это у вас фея? Настоящая фея, откуда? Эй, посмотрите наверх. Ага. Бля, Луи, что ли? Летающий бегун. Он его все-таки доделал. Блять, сука. С квадроберами ходит. Луи. Господин Луи, как мило, что вы решили сопровождать меня лично. Так, вот в чем дело. Мне сразу показалось странным, что Гладаль, претендент на трон, оказался чьим-то возничим. Тем не менее, на церемонию открытия я пригласила церковь. Похоже, даже Фордом приходится считаться мнением большинства. Приношу глубочайшие извинения за происходящее, господин Луи. Вы оказали мне честь, доверив сопровождении прекрасной леди Джуна. Главное, что она не пострадала. Бля. Я мог разлить этого церковника как жука. Я бы стер его в порошок, если бы не эти сопляки не... Да, извини. Мне это не интересно. Кажется, тебе пришлось спасать моего помощника. Твой поступок заслуживает благодарности, но я вынужден спросить, кто ты? Ой, бля. Ну, хотя мы его пытаемся наебать. Мы ваши последователи. Тогда понятно, почему напали на Гиду. Он тоже претендент на трон, хотя его никто не знает. Вас можно было бы принять за чернь, если бы не леди-рыцарь. У вас есть бегун. Любопытно. Почему вы решили принять участие в состязании?
Он проявил к нам неожиданный интерес. У нас есть шанс притереться к нему доверием, так что выбирай слова аккуратно. Он спрашивает, почему я решил претендовать на трон, что ему ответить. Я хочу помочь вам, господин Луи. Максимально подсос режим. Вот как. Значит, ты сражаешься ради меня. Получается, делаешь себе имя на чужих неудачах. Мы помогаем всем, кто в этом нуждается. Такого наше кредо. Всем? Как интересно. Боюсь, помощники мне сейчас не нужны. Не будь с ними так строг. Признай, они не лишены обаяния. Более того, я видела, как они применяют магию беспроводников. Прошу вас, не отворачивайте от нас. Больше всего мы хотим, чтобы вы осуществили свою мечту, господин Луи. Сука, ебать. Вы ведь знаете, что я ценю больше всего. Если хотите стать моим союзником, покажите свою силу всему королевству. Слабые не могут изменить мир. Если проявите себя, мы продолжим этот разговор. До встречи. Не думай, будто это что-то меняет. Идем, Гектор. Да. Эх, летит словно птица. Все прошло неплохо. Повезло, что нам удалось встретиться с Луи так быстро, скоро. Однако Гладаль затаил на нас обиду. Вместо союзника мы получили еще одного врага. Но, по крайней мере, мы познакомились с Луи лично. Главное теперь оправдать его ожидания. Он хотел увидеть нашу силу. Так давайте найдем Эспера, отдадим его в руки правосудию. И покажем всем, что с нами нужно считаться. Когда кромешная тьма опускается на землю, и птицы возвращаются в гнезда на ночлег, бегут наши герои добираться до укромного места в чаще леса. Среди деревьев раздается шум. Что это? Шелест листвы, взволнованный ветром. Или шепот коварных созданий тьмы. На этот вопрос у наших героев нет ответа, но, по крайней мере, внутри бегуна им ничто не угрожает. Сегодня внутри тусуемся, да? Вот проклятие. Ты это слышал? Все пропало. Так вот и заканчивается жизнь гениального инженера. Пойдем посмотрим, что произошло. Эх. Что тебе случилось? А, это вы? Да ничего не случилось. Да кажется, тебя что-то беспокоит. Ну да, можно и так сказать. Все дело в бегуне. Конечно, он ни разу меня не подводил, но я хотел довести его до совершенства. Хотел, чтобы рядом с ним даже бегун Луи выглядел как старая колымага. И сейчас мне просто необходима муза. Муза? Да, девочка моя, мне нужно вдохновение, какое посетило меня, когда я увидел утерянную реликвию. Что еще за утерянная реликвия? Сейчас объясню. Давным-давно существовала очень и очень развитая цивилизация. У нее были настолько продвинутые технологии, что и словами не передать. Те, кто эту цивилизацию построил, жили в полном комфорте, им даже не приходилось работать, ведь их окружали умные машины. Но однажды эта цивилизация взяла и исчезла. Увы, мы никогда не узнаем, что с ней случилось. Звучит как какая-то выдумка. Погоди, не перебивай. В общем, к чему я все это говорю? Путешественники до сих пор находят реликвии тех времен. Очень редко, но находят. Попади мне такая реликвия в руки обывателя, он никогда в жизни не догадается, что это. Однако искушенный глаз распознает ее сразу. А где ты о них услышал?
Да, я собственными глазами одну реликвию видел, когда я был маленьким. По соседству жил старый изобретатель, гений, но с приветом. Этот старик показал мне реликвию, я видел ее всего раз, но уже тогда она зажгла во мне огонь. Меня словно молнией пронзило. А потом гениальные идеи стали рождаться одна за другой, без конца лезли и лезли, за что бы я ни брался, все получалось безупречно, как и подобает придворному инженеру. Было в этом что-то магическое, но в реликвии, как я имею в виду. Так, может, попросишь его еще раз показать реликвию? Если бы все было так просто. Я попросила бы об этом еще тогда в детстве, но, увы, не успел. В скорости старик вернулся в родные края. А ведь он обещал, что оставит мне реликвию, когда придет его время. Ладно, тогда откуда он был родом? Но он родился в крохотной глухой деревушке где-то рядом с Мартирой. Кажется, она называлась Камера. Ну, по пути заедем. Но мне стоит заглянуть в Камер, когда мы доберемся до Мартира. Мы оставили Нейроса наедине с его печалями и отправились по своим тесным койкам на бегуне. Значит, сегодня вечером мы прибудем в Мартиру. Замечательно. Наконец-то я отдохну от этой жуткой тряски. Значит, жуткой тряски, да? Я попросил, чтобы вы знали, мы едем в разы быстрее любой повозки. Вот уж не такой благодарности я ждал. Прошу прощения. Трудно выражать благодарность, когда завтрак просит наружу. И еще я надеюсь, что вчерашние злоключения больше не повторятся. Мы встретимся с Бардоном, как только прибудем в город, верно? Постарайтесь не отвлекаться на достопримечательности. У нас есть важное дело. Покинув столицу, бегом мчится на юг и наконец прибывает в древнюю крепость Мартира, где наших героев ждет Бардон. Белые стены высокой крепости холодно смотрят на костей. Приведет ли наших героев к успеху выбранная стратегия? Интересно. Улицы совсем пустые. Такого я не ожидала. Наверное, все сидят по домам, как будто чего-то боятся. Ну, вот и вы, я с нетерпением ждал вашего приезда. Дорога заняла много времени. А он как быстрее нас здесь оказался, блядь. Рад это слышать. Леди Джоанна тоже будет довольна. А вы же не знаете, леди Джоанна правит этим городом. Кроме того, она верховная санктрина церкви. Она живет в замке Криганта. Как я понимаю, местные жители надеются, что в турнир победит его святейшество Фордон. Так точно. Никто в здравом уме не захочет видеть на троне Луи. К слову, я слышал, на дороге произошел конфликт между бегунами двух претендентов на трон. Глашата говорят, что союзник Фордон проиграл своему сопернику. Так это, скорее всего, был кто-то из подручных Луи. У него в союзниках одни темные личности, правда же? Ни одна битва не обходится без жертв. Пожалуй, так, это правда. Эй, Чхвосик, думаешь, ты говоришь? Капитан, а можем ли мы доверять этим незнакомцам? Охотников за головами всегда интересуют только деньги. Похоже, офицеры пока не на нашей стороне. Не нужно грубить, Моррис. Они проделали большой путь ради нас. Вы, наверное, устали с дороги. Давайте я провожу вас в гостиницу. Попробуйте нашу лучшую кухню. Местный деликатес. Ой, это будет очень кстати. Люблю пробовать новое. Вы идите без меня. Наш малыш требует внимания после такого долгого забега. Может, лучше поешь сначала? Это слишком важно, парень.
Иди, не беспокойся, я тут еще поковыряюсь. Может, даже подачу воды вам соображу. Идемте все за мной. Нихера себе. Это что-то копченое? Жареные личинки гигантского песчаного червя. Местный специалитет. Готовится до внешнего состояния, чтобы сохранить все естественные соки и ароматы внутренности. Внутренности личинок. Определенно специфическая текстура, но вкус просто божественный. Изумительно. Ты сейчас серьезно? А что не так? Ешь скорее, пока не остыло. Итадакимас, ёпта. Почему так улыбаешься? Ой, и ты тоже. Какой насыщенный вкус. Неожиданно приятно. Хотя хороший аппетит, парень. Был достойным претендентом на трон. Ну как, иногда внутренности подергиваются, но могу заверить, что это абсолютно безопасно. Ебать. Фу, нахуй, блядь. Типа вот, чтоб еда твоя еще и дергалась, это пиздец. Я вообще не могу. Так, очень хотелось бы попробовать другие ваши блюда, но дела не ждут. Так, можно узнать подробности о похищениях? Дети пропадают уже не меньше мере 6 месяцев. Всего было похищено 15 детей. Ебать. 6 месяцев, 15 детей. Это он, бля, получается, почти каждую неделю их крал, что ли? И вы считаете, что это его дело рук Эсмера? Говорят, он впавший в немилость рыцарь, которому больше некуда бежать. Доказательств у нас нет, но все сходится. Терять ему нечего, вот он и пустился во все тяжкие. Что претендующий на рыцарскую честь опустился до таких зверств? Неприемлемо. Мы должны быстро покончить с этим, ради нас и ради него самого. Если не ошибаюсь, до Эсмера даже добраться будет непросто. Его укрытие находится далеко на территории песчаных червей, так? Именно так. Он явно не собирается облегчать нам задачу. Это логово Эсмера? Далековато от Мортира. Чей-то бегун. Это чей-то бегун. Он. А теперь думаю, как Эсмер вообще там выживает. Мы пытаемся найти хоть какую-то зацепку, но никак все не выясним. Ну и влипли мы. Давайте спасем этот город вместе. Мы очень рады, что вы с нами. И не волнуйтесь, мы заплатим вам все, что причитается. В конце концов, никто в другой столице не обратил внимания на нашу просьбу. Мы помогаем всем, кто нуждается в этом. Поэтому и добились таких успехов. Вдохновляющие слова, юноша. Надеюсь, вы еще голодны, потому что нам есть чем вас угостить. Окей. Вот она, гордость города. Нежнейшие цукаты из внутренности молодых песчаных червей. Великолепный десерт. Нормально. Я уверен, что вместе мы найдем путь к крепости и не станем жертвами червей. А теперь налетайте. На жаркое совсем не похоже. Сочно, как спелый фрукт. Очередное чудо. Должно быть, в диких местах привыкли есть все, что придется.
Я назначил вам встречу с леди Джоанной на завтра, а сегодня отдохните после долгой дороги. Если они здесь не только для того, чтобы бесплатно поесть. Ну, пойдем, блядь. Марис, блин, душнила, сука, просто завидно, что мы кушаем. Давно уже я не спал на просторной кровати. Утром у нас назначена встреча с той леди, так что постарайся хорошенько выспаться. О. Так, я только подошел, так что не слышал, о чем вы с Бардоном говорили. Если бы и слышал, то никому не рассказал. Я осведомитель, хорошо знаешь, что к любым сведениям нужно относиться бережно. Если хотите узнать что-то о городе, смело спрашивайте, я обычно всегда здесь. Я отведала здесь немало блюд, и все они были великолепны. Все-таки Мартир чудесный город. И потому преступление Эсмера кажется еще страшнее. Если все, что о нем говорят, правда, то поймать его будет непросто. Его не просто выгнали из ордена, но и лишили звания рыцаря. Ничуть не удивлюсь, если он поддался отчаянию. Так. Угу. По просьбе Бардона вся таверна на сегодня забронирована для вашего отряда. Ради вас мне пришлось разогнать всех моих выпивох. Надеюсь, я об этом не пожалею. Вы проделали долгий путь, но, пожалуйста, чувствуйте себя как дома. Спальные места находятся за дверью задней части таверны. Наконец-то можешь поспать в гостинице, той тесной койке. Люблю гостиницы. Да, и когда мы спим на бегуне, я все время чувствую, что рядом рычит чудовище. В гостинице спится намного спокойнее. Жаль, Нейрос отказался идти сюда с нами. Но что поделать, все-таки бегун его крепость. Интересно, дикие цветы собирались где-то поблизости? Они очень приятно пахнут. Здесь есть кувшин с водой, может попить из него? Попью. Я уловил слабый запах металла и увидел, что ко мне катится бронзовая монета. Я получил 10 ривов. Забавно. Кувшин пуст. Хороший камин. Наверное, зимы здесь гораздо суровее, чем в Гранд-Раде. Этот буфет сделан умелым мастером. И там сзади как будто что-то есть. Есть. Ладно. Закончим на сегодня. Хорошая игра, хорошая. Честно сказать, даже как будто бы эту игру смотрят побольше, чем... Да и как будто вот просто общение побольше, чем в Сталкере. Нормально. Так, ну, завтра заведем снова этот стримчанский. Все. Еще раз спасибо за поздравления. Спасибо, Гудзон, за 3300 рублей. И спасибо не твой папочка из ВК за 3 евро. Большое спасибо, ребята. Увидимся завтра. Всем спокойной ночи. И
Пока.